Что мне сделать, чтобы вы полюбили меня? Начать походить на Дженит? Если у меня получится, будете ли вы звать меня по имени так же нежно, как ее? Взгляните ли вы на меня с теплотой? Обнимите? Не оттолкнете ли больше? Я скорее умру, чем подобное случится. За что? Я ведь тоже ваша дочь. Я была с вами намного дольше, Дженит. Дура. Столько презрения. Его голос, эхом раздающийся в моей голове, никогда еще не звучал столь жестоко. Я никогда не считал тебя своей дочерью. До самого конца Клод был холоден, а в глазах Атанасии поселилось еще больше отчаяния. А? Что происходит? Почему мне внезапно вспомнилась эта книга? Прочитанный мной роман, который забыл покупатель. Название и сюжет были незатейливыми и наивными. Вспомнила ли я этот роман из-за того, что у принцессы в нем такое же имя, как и у меня? А ну быстро прочь из моей головы! Что за напасть? Тьфу ты, она все продолжает ее ронять. У детей так-то плохая хватка, чучело. Прекратите вредничать и играйте себе тихонько со своей игрушкой, мисс. Подняла погремушку с пола и отдала мне, даже не притерев. Неужели я все та самая отверженная принцесса, и поэтому она меня так принижает? Хоть бы нет. Да что такое? Я слишком занята шитьем. Вот, позвольте, я подам ее. Нет. Не надо, мне не нужно это. Ты реально думаешь, что погремушка будет мне интересна в таком возрасте? Она вам надоела? Давайте-ка уложим вас. Она пошла за главной горничной? Если собираешься просто принести другую погремушку, лучше не возвращайся. Аго? Никак не привыкну. Я пошла спать после того, как приняла снотворное. А проснулась уже такой. Ерунда какая-то. А вдруг стала ребенком? Более того, я принцесса. Принцесса? Безумие какое-то. Принцесса! Опять она за свое. Главная горничная сказала, что у нас нет денег, так что вам придется играть этим. Разве можно так врываться в детскую? Я больше не буду нянчиться с вами. Если заплачете, я очень занята. Как жестоко. Я же ребенок. Ей следует быть милей со мной. Видимо, не ко всем принцессам принято относиться подобающе. Я была сиротой в прошлой жизни. Так что классно переродиться принцессой. Но почему принцессой, которую все ненавидят? В этом мире мой отец настоящий псих. Ого! Мурашки по коже. Согласно тому, что я услышала из разговоров горничных, в Рубиновом дворце, в котором я сейчас проживаю, раньше жили наложницы императора. Проще говоря, тут располагался его гарем. По крайней мере, так было до дня моего рождения, когда император убил всех в этом дворце.
Моя мать была танцовщицей, приглашенной на королевский банкет. Она привлекла внимание императора, после чего он лишил ее невинности и забыл о ней. Она умерла, оставив после себя лишь дитя. И это дитя — я. С тех пор император также забыл и обо мне, своей кровиночке. Меня растил ветер, качающий мою колыбель. То есть местная прислуга. О чем он только думал, бросая свою жену и ребенка? Что это за семья такая? Оставил ребенка в месте, где он учинил кровавую бойню. С тех пор, как я услышала эту историю впервые, мне каждую ночь снятся кошмары. Но что пугает меня больше кошмаров? Сам император, которого я даже ни разу не видела. Даже родившись принцессой, везучей я явно не стала. А если он снова двинется кукушкой и решит меня убить так же? Как он тогда тут всех перерезал? Нужно подумать о чем-то другом, а то себе же хуже только сделаю. В этом мире мое имя, дарованное мне матерью, бессмертная Атанасия. Такое экстравагантное имя для отверженной. Такое же имя было у принцессы с печальной судьбой из новеллы «Прекрасная принцесса». Думается, мама желала мне долгой и счастливой жизни на попечении императора. К несчастью, Атанасия из новеллы погибла в 18 лет. Небось от руки ее отца-императора, по-любому. И зачем я продолжаю об этом думать? Печально. Она до сих пор не уснула? А зачем мы вообще пришли? Она все равно никуда не денется. Ходить-то не умеет. Ты же знаешь, какая Лилиан тревожная. От нее так много проблем. Просто считайте это эдаким перерывом от работы. А что, если она начнет плакать? Да покачайте ее колыбель. Уснет быстрее. А опять? Может, прекратите видеть во мне вселенское зло? Я, как и вы, застряла в этом треклятом дворце. Говорите так, будто я плакса какая. Но ведь я самый послушный ребенок в мире. Лили даже волнуется, что я плачу слишком редко. Император никогда не приходил проведать меня, поэтому они все считают меня отверженной. Расстроена ли я? Да сейчас! Лично я собираюсь оставаться забытой принцессой так долго, как смогу. Если бы я смогла сбежать отсюда, утащить драгоценности из этой комнаты, я бы могла прожить всю жизнь, ни о чем не беспокоясь. Так что, правда, пожалуйста, просто не вспоминай обо мне. Его Величество о ней совсем не заботится, а она все равно окружена такой роскошью. Вот это жизнь! Ага. Все-таки у нас тут дворец, так что у меня регулярное питание. И уютная мягкая кроватка. Пусть дела мои не так хороши, как хотелось бы, я все же принцесса. Я планирую вырасти большой и сильной, украсть золото и сбежать. Но сначала мне бы выбраться из этой детской кроватки. Кушайте свою еду, занимайтесь и растите большой и сильный, ваше высочество. Мы все лишь свечи на ветру. Ему стоит щелкнуть пальцами, и нам конец. Да уж, и за какие грехи нас определили именно сюда? Ты слышала о привидении, появляющемся на кухне каждую ночь? Я в ужасе. Кто знает, когда мы тоже можем стать такими же неупокоенными. Ага. Я тоже не хочу жить в этом дворце. Как только я соберу достаточно средств, я свалю отсюда. Вам это так сильно нравится? Ага. Иди как мамочки. Милая, милая золотишечко. Боже.
Я уже могу без проблем ползать по ковру. Ну, это таки императорский дворец. Так что это наверняка настоящие золото и драгоценности, так? Лили же думает, что мне просто нравятся блестяшки. Когда вы устанете от этих, я принесу новые. Мисс, вы мой рок изобилия. Дворец, конечно, шикарен, но в связи с уменьшением его финансирования мне может перепасть меньше, чем хотелось бы. Когда я буду сбегать, я заберу это с собой. Слюна потекла. Стой, стой, прости, что я тебя отвлекаю. Но я хочу сказать, что на Бусти уже множество интересных проектов. Возможно, продолжение и этого тайтла уже залито. А я молчу о том, что прямо сейчас там есть эротические проекты, которые могут тебя заинтересовать. Моя жизнь во дворце протекала вполне спокойно. Сначала я нервничала, но я ничего не слышала об императоре месяцами. Так что, похоже, он и впрямь забыл обо мне. Вы слышали? Прачечные видели призрака. Даже та прислуга, что тряслась от страха, в итоге расслабилась. Я кушала, занималась, хорошо спала и росла изо дня в день. Научусь ходить, и будет вообще отлично. Так я смогу начать потихоньку собирать вещи для побега. Но мне кажется, или из моей комнаты правда пропали некоторые вещи. Их унесла Лили, чтобы я не поранилась. А? Впрочем, пока мне следует решить проблему со сменой подгузника. Как же это стыдно. Колдун башни владел такой могущественной магией, что другие маги всего мира никак не могли сравниться с ним. Колдун! В этом мире есть колдуны! Я знала, что это не какая-то случайная страна, настоящая фэнтези! Колдун башни был настолько силен, что мог бы обратить империю в руины. Я хочу увидеть это, хочу увидеть настоящую магию! И поэтому он заковал свое сердце. Ведь такую силу можно использовать в ужасных целях, если страсть победит рассудок, а чувство – здравый смысл. Ходит легенда, что колдун башни уничтожил королевство, что существовало на этих землях до нашей империи. Я хочу однажды увидеть магию своими глазами. А? Это... Бог мой, вы узнаете? Да, правильно. Это ваш отец, принцесса. Чего? Тот самый черт, который бросил свою жену и дочь, и который теперь занимается черт знает чем? Ублюдок, мусор! Боже, боже, вы у нас такая смышленная. Нынешний император, герой, свергнувший своего предшественника, деспотичного злого правителя, подонок, забросивший свою дочь куда подальше, после того, как вырезал целый дворец, и его-то малюют добрым, славным, смелым королем? Я понимаю, что это просто сказка, но серьезно. А ведь я вам ни разу еще не называла имени Его Величества. Будьте добры, взгляните сюда еще разок. Мне все равно. Зачем мне что-то знать об этом идиоте? Ваш отец, Его Величество Клод де Айджео-Абелия. А? А? Что ты только что сказала? Его Величество Клод де Айджео-Абелия. Не может быть. Ой, почему у него такое же имя, как у императора из книги? А ваше имя Атанасия де Айджео-Абелия. И у меня такое же полное имя, что и у принцессы из книги. Принцесса,
Вы драгоценная дочь Его Величества. Прямо в дрожь бросает от того, насколько иногда жуткими бывают совпадения. Может, я просто надумываю? Что-то холодком по спине потянуло. Так, как там в той книге было? Прекрасная принцесса. Фэнтези для девушек, ставшая хитом в интернете. В полном соответствии с названием в книге есть две прекрасные принцессы. И из двух принцесс Империи Абелия главная героиня, вторая принцесса Дженнит. Красивая, ангелоподобная девушка с добрым сердцем. Она любима не только своим народом, но и всем континентом. И среди тех, кто обожал Дженнит, был и ее отец, император Клод. Для народа он слыл героем и освободителем. Но на самом деле он бессердечный человек, убивший своего старшего брата, настоящего наследника, и занял трон. Одной лишь Дженнит удалось растопить сердце этого жестокого человека. Клод узнал о ней только когда ей исполнилось 14. Ее мать была невесткой Клода, но после того, как он разгневался на нее и разорвал их помолвку, она умерла вскоре после родов. Тетя Дженнит пыталась уберечь ее от Клода, поэтому скрыла ее рождение и отдала племянницу на попечение семьи Альфиос. В их первую встречу Клод был холоден к Дженнит. Однако Дженнит, как и полагается главной героине, своим очарованием в итоге смогла растопить ледяное сердце Клода. При поддержке своего отца она вышла замуж за принца Альфиоса, лучшего мужчину из всех в Империи, и жила долго и счастливо. Глянь! Англик! Скоты! И при этом первой принцессе не перепало ни капельки хорошего. Атанасия была одного из Дженнит возраста, но родилась раньше. Клод знал о ней с самого ее рождения. Ее сослали жить во дворец для наложниц, и поэтому она росла хрупкой и ранимой. Впервые она увидела отца в 9-летнем возрасте. Последовав за огнями и шумом банкета, Атанасия покинула свой дворец поздней ночью и встретила Клода в саду императорского дворца. Конечно же, Клод остался равнодушным, развернулся и ушел. Но для кого-то вроде Атанасии, в жизни не получавшей и крохи внимания, эта встреча стала роковой. Она делала все возможное, чтобы отец полюбил ее. Она старалась как в учебе, так и в этикете. И в день ее дебюта, когда ей исполнилось 14, все ее мечты были разрушены. Атанасия с ее мрачностью и замкнутостью, и светлая, жизнерадостная, подобная солнцу Дженнит. Пожалуй, из-за этого контраста нет ничего удивительного в том, что Дженнит, в отличие от Атанасии, так сильно любили. Атанасия тоже была хорошей, но судьба быть самой лучшей во всем была предписана не ей. Вместо того, чтобы завидовать Дженнит, Атанасия обучала ее дворцовой жизни. Глупо. Могла бы о себе хоть раз позаботиться. Но в итоге она лишь проиграла Дженнит даже то единственное, о чем всегда мечтала — любовь отца. Ну, думаю, нельзя проиграть то, чего у тебя никогда и не было. Более того, эта бедная принцесса была убита своим отцом. Ее обвинили в том, что она подмешала яд в стакан Дженнит. Разумеется, ее просто подставили. Все это было делом рук тети Дженнит. Она решила сделать свою племянницу главной наследницей на престол. Хотя это точно было лишним, поскольку Клод даже не рассматривал Атанасию своей наследницей.
Да и вообще, если бы Атанасия знала, что в стакане яд, она бы предпочла сама его выпить, чтобы спасти вторую принцессу. Ведь знала, что если с Дженит что-то случится, Клод будет ужасно опечален. Да, Атанасия была всего лишь несчастной, глупой принцессой. Тете Дженит надо было просто потребовать от нее отказаться от прав на престол или даже принудить ее это сделать. Но не стоит забывать и о вине Клода. Он убил Атанасию при том, что ее вины доказано не было. Это случилось в ее 18-й день рождения. Ровно через 10 лет с того самого дня, когда они встретились в саду. В итоге, правда была раскрыта. Вот как. Но Клод не испытал ни вины, ни сожаления из-за убийства своей старшей дочери. Дженис же винила во всем произошедшем себя, пока ее не утешил ее жених, после чего она оставила прошлое позади. И в конце концов они жили долго и счастливо. Конец. Только я никак не могу понять, зачем для сценария было так бессмысленно убивать Атанасию. Это все, чтобы подчеркнуть жестокую, но искреннюю любовь к Дженит. У меня прям горит. Ну, не то, чтобы Атанасия мне так уж сильно нравилась. Хотя она точно получше будет, чем Клод или Дженит. Пока у меня все хорошо, мне все равно, что там у кого происходит. Но в этот раз равнодушной мне никак не остаться. Спросите, почему? Да потому что я, похоже, переродилась именно в эту Атанасию, вот почему! Принцесса, что случилось? Принцесса! Чем моя принцесса так расстроена? Может, вы проголодались? Лилиан Йорк. Единственная, кто утверждала, что Атанасия была невиновна. И за это Клод убил ее следом. Невзирая на произошедшее в Рубиновом дворце, она вызвалась стать няней принцессы. И причина такой верности — мать Атанасии. Лилиан всегда восхищалась тем, насколько душа Дианы была свободной, подобно птице. Но Диана умерла вскоре после родов. И шокированный Клод убил всех, кто был тогда в Рубиновом дворце. Клод, ты подонок! Принцесса, не плачьте. Я уверена на 99,9, что закончу так же, как это было в книге. Я умру. И Лили тоже умрет, защищая Атанасию. Есть не хочет. Пеленки чистые. Последнее время вы так капризны. Конечно, чистые. О, Лилиан. За что ты, Лилиан? Все хорошо, принцесса, я с вами. И за какие грехи я Атанасия? Лучше зовите меня Дженит. Я не хочу быть Атанасией. Я была права. Мне нужно сбежать из этого чертового дворца. И как можно скорее. Няня, няня. Ати хочет шоколада. Моя милая принцесса хочет шоколад? Да, Ати очень любит шоколад. Ати хочет много шоколада. Вам так сильно нравится шоколад, ваше высочество? Ати любит шоколад. Ати вот так сильно его любит. И Хану Ати тоже любит. Божечки. Дай, дай. Ханна, что ты делаешь? Чиз... Лилиан говорила же, нельзя просто так давать принцессе сладости.
Ну, маленький кусочек-то можно. Ты хоть представляешь, сколько вас таких, кто ее балует? Няня, ну Ати хочет шоколад. Нет, ваше высочество. Я не могу. Никаких сладостей, она испортит себе зубы. Только не говорите, Лилиан, хорошо? Спасибо, няня. Муа. Боже, Чес, ты лишила меня такого шанса. Ты что? Я не такая, как вы. Мои намерения искренни и чисты. Тогда почему именно ты дала ей шоколад? Этот поцелуй должен был стать моим. Время бежит, как вода. Мне уже 5 лет. После нескольких лет тяжкого труда я смогла расположить к себе горничных. Раньше я и мстила за плохое ко мне отношение. Хя! Но из вражды с ними не вышло бы ничего хорошего. И я тогда не ошиблась. Из моей комнаты действительно пропадали ценности. Придворную прислугу обычно берут выходцев из знатных родов. Но в Рубиновом дворце все не совсем так. И это вполне логично. Сначала они осторожничали. Но когда стало ясно, что Клоду плевать как на меня, так и на Рубиновый дворец в целом, конкретно я была для них сродни огородному чучелу для ворон. И пока они потихонечку растаскивали бюджет дворца, я была совсем одна. Поэтому им даже некого было опасаться. Они настолько осмелели, что стали воровать украшения и орнамент со стен. А как же я расстроилась, когда заметила, что они начали растаскивать и мои запасы на будущее. Я была так расстроена, что хотела даже сообщить как-нибудь обо всем императору. О, ты еще жива? Ну, думаю, первой полетевшей головой с плеч была бы моя. В итоге Лили, защищая мои интересы, сильно поругалась с главной горничной. Но все украденное, что должно было быть возвращено с ее увольнением, так и не было найдено. Это все она, да? Мне стоило обо всем догадаться, когда она не покупала мне новых игрушек, якобы из-за нехватки средств. Но тут есть и плюс. Из-за этого невозврата Лили не заметила пропажу и тех драгоценностей, которые припрятала уже я. Или заметила. «Принцесса, куда вы?» «За цветами, для Лили». «Хорошо, но сначала нужно утереть ваше личико. Вкусный был шоколад». «Только никому об этом». «Разумеется». Ой, так по-детски, это смущает. Ох ты мой, этот шоколад теперь везде. На руках вот тоже. Я могу вытереть их о платье. Лучше вымыть их в фонтане. Рубиновый дворец известен своими красивыми пейзажами. Но для ребенка не самое подходящее место, как по мне. Но все равно красиво. О! Какая прелесть! Вот значит, как я выгляжу. Она так красива. Я копия мамы. Но эти необычные глаза достались мне от отца. Такие топазовые глаза бывают только у членов императорской семьи. Люди в этом мире обладают магией. Но у императорской семьи она особенная. И из-за нее глаза такого цвета. Все говорят, что я единственная с цветом глаз, как у отца. Но есть еще Дженит. Розы красные, фиалки синие. А? Секундочку, где это я? Стоп, да где же я?
И я опять потерялась. Туда. О, что это? Это не Рубиновый дворец. Куда я забрела? Никого. Заброшен? Но тут все так чисто и ухожено. И здесь никого. Он пуст. А? Раз здесь никого нет, значит, я могу использовать его? Я все думала о том, где же мне прятать вещи для моего будущего побега. В Рубиновом дворце много не спрячешь. Это судьба. Если избегать прислугу во время уборки здесь, этот дворец станет моей сокровищницей. Интересно, что же стало с моим прошлым телом? Неужели я превысила дозу снотворного и просто умерла? Могла ли я замерзнуть насмерть? Зима была в самом разгаре. А обогреватель я не включила. Но я была сиротой, поэтому у меня там никого не осталось. Я не хотела бы туда вернуться. Если закрыть глаза на часть с ее убийством, жизнь Атанасии — рай на земле. У нее всегда есть пища, ей не нужно зарабатывать деньги, у нее есть собственное имущество. Может, это из-за моего перерождения? Или... Но мне учить язык нетрудно. Похоже, что в этом мире не принято учиться речи и письму в раннем возрасте. Поэтому, когда я написала несколько букв... Наша принцесса гений! Я ведь пыталась никак не светиться. Вот же отстой. И вот так в мою повседневность ворвалась учеба. Я так рада быть с вами, принцесса. А Ти тоже любит быть с Лили. Ну, ничего смертельного не случилось. Рубиновый дворец сродни отдаленному изолированному мирку. Так что слухи обо мне никуда не расползутся. Я не собираюсь встречаться с Клодом в Императорском саду в мой 9-й день рождения. И я сбегу до того, как мне исполнится 18. Поэтому необходимо, чтобы как можно меньше людей знали обо мне. Я должна избежать встречи с Клодом любой ценой. Поэтому нельзя вести себя слишком вызывающе или подозрительно. Принцесса, не хотите ли стаканчик молока? Да, но только тепленькое. Конечно, я подогрею его для вас. Быстро, быстро. Я прятала эти побрякушки и хотела еще какое-то время покопить их здесь, но... Скоро нам нужно будет убрать весь дворец. Готово. Они тяжелые, но больше ничего не остается. Такими темпами придется сделать несколько подходов. Сладких снов, принцесса. И больновато их так прятать. Отличненько, меня не заметили. Наконец-то добралась. О боже, я так устала. Наверное, внутри дворца прятать опасно. А? Мне же нечем их закопать. А если попробую руками, Лили заметит грязь. У меня нет выбора. Я оставлю их так, а завтра вернусь и закопаю. Опять бежать! Я могу попросить у Ханны игрушечную лопатку. Умираю. Принцесса, вам пора. Принцесса, почему вы так сильно вспотели? А? Похоже, что у вас температура. Как вы себя чувствуете? В комнате слишком жарко, солнце припекает. Вы правы. Уже лето? Завтра мы повесим шторы. Ати хочет молока, холодного молока. Но вы уже пили перед сном. И так я еще несколько раз сбегала из дворца.
раз в несколько дней, так что меня не поймали. И если честно, мне нравится моя жизнь сейчас. И я хотела бы так жить вечно, но... Но где-то за этими стенами ходят бомбы замедленного действия с именем Клод. Поэтому все эти вещи... Мой шанс, так сказать. Шанс избежать этих ужасных событий. Ни души, как и всегда. Сегодня я спрячу их где-нибудь еще. Та-дам! Вау! Это настоящее золото. Вот это да! В моем дворце все сделано из мрамора. Их здесь так много, что если я возьму одну, никто не заметит, так ведь? Настоящее ведь золото, да? Что? Это отвратительное насекомое забыло в моем дворце. Что это отвратительное насекомое забыло в моем дворце? Твое лицо мне знакомо. Такие же топазовые глаза. Я никогда раньше не видела его вживую, но... Это точно он. Клод де Эльджео Абелия. Что? Да. Та танцовщица из Сиодона. Ты копия этой девки. Что он здесь делает? Мне только 5, не 9. И это не императорский сад. Впрочем, мне важно, откуда она там была. Ваше Величество. Кажется, вспомнил. Как она назвала тебя. Да, Атанасия. Тогда ты была жуком настолько мелким, что даже головы поднять не могла. Имя этому Атанасия. В Империи Абелия иметь имя, связанное значением с бессмертием, могут только законные наследники престола. И такое имя может быть даровано лишь самим императором. В день бойни в Рубиновом дворце Клод собирался убить Атанасию. Но имя, которое Диана дала своей дочери, забавно. Мне было интересно, как долго ты сможешь прожить с таким именем. Ты сильно выросла. Выросла? Значит ли это, что он убьет меня, когда я достаточно повзрослею? Да что с ним такое? По книге он проигнорировал Атанасию. Откуда столько внимания? Черт. Мои мешочки с сокровищами номер 7 и номер 8. Тяжелая. Чего? У тебя пухлые щеки, но я не думал, что ты окажешься настолько тяжелой. Чего? Пухлые? Тяжелые? Нет, почему вообще после стольких лет откровенного игнора ты вдруг со мной заговорил? Бессердечная скотина! Подонок, любящий только Дженит и не признающая Атанасию своей дочерью. Так что ты делаешь в моем дворце?
В моем дворце? Он сказал «мой дворец»? Неужели в этом дворце, что куда скромнее Рубинового, живет император? Тогда 9-летняя Атанасия попала в тот сад именно потому, что он был так близко. Должно быть, она приняла их за игрушки. Смерти моей хочешь? Меня теперь убьют за вторжение? Или за то, что я уснула статуэтку ангела? Видимо, она забралась сюда во время какой-нибудь игры. Феликс, неси. А? Я хочу выпить чаю с моей гостьей. Что происходит? Не смотреть на него, не смотреть. Так ты еще не умеешь говорить? Как скучно. Он подразумевает: я убью тебя, потому что ты неинтересна? Не умею? Нет. А те умеет говорить. Наконец-то я тебя услышал. Почему ты до сих пор молчала? Прошу прощения, Ваше Величество, но девочки в таком возрасте бывают очень застенчивыми. Неужели? Да, понял. Дети бывают застенчивыми, а рядом с тобой даже взрослые помалкивали бы в тряпочку. Да-да, говори уже, что надо, и просто дай мне уйти. Феликс? Да, Ваше Величество. Оставь нас. А? Не уходите, мистер. Ати, да? Похоже на кличку какой-нибудь милой домашней зверушки. Атанасия. Вот так имя. Ах. Знаешь ли ты его значение? Плохо дело. Мое имя царское. Не только дерзнула самовольно назвать свое дитя таким именем, так это имя еще и девочке досталось. Выживи она после родов, осталась бы бесконечностей. Даже у Клода, императора, имя не несет в себе такого смысла. Императоров Абелии называли именами, связанными с вечностью или бессмертием, только если они были официальным наследником трона. Поэтому Клод, который не планировался прямым наследником, пусть в итоге и стал правителем, убив брата, никогда не получил бы царское имя. Вполне логично, что мое имя ему не нравится. Настолько, что типа меня немножечко и убить тут могут. Смотри, я безобидна, и трон мне твой не нужен. Все, чего я хочу, тихонечко прожить свою жизнь и спокойно умереть. Может, у меня и вычурное имя, но я обычная 5-летняя обжорка. Почему ты ничего не ешь? Вперед! Я приказал им принести что-нибудь, что может понравиться ребенку. И если не съешь, мне придется наказать повара. Большое спасибо. Он меня запугивает, козел. Как тут насладишься сладостями? У меня аж живот разболелся. Но если оставлю хоть кусочек от кого-нибудь, даже его может не остаться. Кто знает, на что Клод способен. Наверное, я сейчас бледна, как смерть.
Но я хочу еще пожить. Вкусно. Улыбочку. Я скучаю по Лили. Мне страшно с ним говорить. От одного его взгляда колени трясутся. Отпусти уже меня. О чем я только думала, приходя за золотом в логово дракона. Кто учил тебя этикету? Лили. Я так понимаю, ты говоришь о Лилиан Йорк? Откуда он знает ее? 5 лет назад она упала мне в ноги, умоляя разрешить ей заботиться о тебе. Значит, она все еще с тобой. А? Лили? Она пошла на такое? Пала на колени пред таким монстром ради меня? Так еще и взялась за управление Рубиновым дворцом. О, Лили, я так тронута. Нахалка. Только 2 выжили, встав у меня на пути. Твоя мать и эта девка. Ответь. Ты знаешь, кто перед тобой сейчас сидит? Плохо. Нельзя. Не своди с него глаз. Я знала, что тут что-то нечисто. Зачем ему понадобилось меня сюда приводить? Для него простая прихоть. А для меня шанс получить вознаграждение за то, что смогла привлечь его внимание. И сейчас он проверяет меня, чтобы решить, оставить ли меня в живых. Или убить. Быть может, он проверял и 9-летнюю Атанасию. Просто об этом не говорилось в книге. Что же делать? Что мне ответить? Мой папа? Что я наделала? Из всего, что могла сказать... Папа! Выкопала себе же могилу. Папа! А почему просто не попросила снести себе голову, а? Единственный неповторимый император Великой Аберианской империи. Да лучше было бы даже просто в ноги ему поклониться. Что? Неужели я дала правильный ответ? Чего? Погодите, а ведь... Дженит Клоду нравилась, так? Тогда, раз такое дело... Если попробовать заполучить его расположение... Папочка... Почему он молчит? У меня не остается другого выбора. Папочка! Господи, надеюсь, я сейчас не открыла себе новую дорогу к Плахе. Все же я пережила эту встречу. Но поскольку меня не обнаружилось в своей постели, Рубиновый дворец стоял на ушах. Можно представить себе всеобщий шок, когда меня туда принес королевский рыцарь. Похититель! Нет, я не стану тебя спасать. Ты бросил меня наедине с Клодом. Его Величество велел передать, что вскоре посетит принцессу Атанасию. А? Что он только что... А? Что это за выражение лиц? Напуганные настолько же, насколько радостные. Неужели все так рады пробудившемуся интересу императора? Да что этому Клоду от меня надо? Нет, нет. Никогда ничто не идет так, как хотелось бы. И отныне моя судьба в его руках.
Принцесса Вампло? Принцесса! Что ж, хотя бы дайте мне теперь немного опустошить желудок. План А. Не попадаться Клоду на глаза и тихонько прожить всю жизнь в Рубиновом дворце? Наивная. Я думала, все будет хорошо, если я не буду светиться. Кто же знал, что этот простенький дворец может быть местом обитания Клода? В Рубиновом дворце ведь должны были жить наложницы. Зачем ему быть так близко к дворцу императора? План Б. Накопить достаточно средств для побега из дворца до 18-летия. О, ну, это все еще возможно. Пусть я и встретилась с Клодом на 4 года раньше. Не похоже, что он собирается меня убивать в ближайшее время. Стоит ли мне пока попытаться набрать побольше побрякушек? Для побега я могла бы нарядиться горничной и сбежать через черный ход. И, наконец, план С. Продолжать строить из себя милашку и покорить Клода. Это точно не сработает, да? Я уже знаю обо всех событиях книги. Так что пусть стать папенькиной дочкой мне точно не светит, но может хоть получится стать ему близкой достаточно, чтобы в нем не играло желание убить меня. Он же отпустил меня, когда я выпалила папочка. О, отвратно! Как же стыдно! Ладно. Буду пока идти и по плану Б, и по плану С. Я выдержу эту стыдобу. И ради того, чтобы выжить. Принцесса, пора спать. Лили, спой мне колыбельную. Лилиан Йорк, давно тебя не видел. Долгих лет жизни и процветания, о солнце империи. Из-за важных государственных дел у меня не было времени оказать достаточно внимания моей единственной дочери. Как страшно. Но Атанасия все равно выросла здоровым ребенком. Все благодаря тебе. Это честь для меня, Ваше Величество. Не смешите меня. Важные дела? Да сейчас. Ты забыл обо мне. Просто закрыл глаза на само мое существование. Как бы то ни было, отныне я сам буду присматривать за дочерью. Поэтому работа у тебя поубавится. Что? Улыбнулся? Мне улыбнулся? Спасибо, что тебе было совершенно все равно. Огромное спасибо, что игнорировал меня всю мою жизнь. Спасибо, что не обращал ни крохи внимания. Будь уж теперь так добр, не прекращать это делать. С этого дня к Атанасии будут относиться надлежащим образом, как полагается относиться к принцессе. Но ты же не хотела признавать меня своей дочерью. И в новелле Клод открыто заявлял, что никогда не воспринимал Атанасию как дочь. Так что ты задумал? Все хорошо, принцесса. Все хорошо. Хотелось бы верить. Прошло несколько дней, но наши с Клодом отношения не изменились. Мне кажется, с нашей последней встречи ты пополнела. Чувак, мы виделись 5 дней назад. Какое пополнела? Хи-хи, ты тоже очень красивый, папочка. Я виделась с Клодом еще раза 2. И чудесно, а еще и ужасно, по-семейному провела с ним время. Во время этих встреч я поняла. Неважно, насколько дерзкая или наглой я была, убить он меня не пытался ни разу. Но если рядом с ним я выглядела зашуганно, он холодел и вел себя со мной отстраненно. Вообще, рядом с ним мне до сих пор страшно. Настолько, что я готова бахнуться в обморок в любой момент. Идем. Пронесло. Так и знала. Он предпочитает навязчивое дружелюбное поведение.
Я собирался на озеро. Приходи, как будешь готова. Ваше Величество, так близко подпускать принцессу к воде может быть? Раз она со мной, бояться нечего, разве нет? Ты, именно тебя и нужно бояться. Но не спорь с ним, Лили. Что, если он решит избавиться от тебя? Я и сама совсем не хочу кататься на этой лодке, но... Ты мне надоела, умри. Не хочешь со мной? Хочу. Хочу хочет с папочкой. Плюх-плюх. Правда? Задерживала дыхание все это время. Одной ногой в могиле. Мы только поплыли, а я уже устала. Ух ты, а это здорово. И у всех императоров такие лодочки. А как она двигается-то? Вроде ей никто не управляет. А о чем задумалась? Упс. Не разговаривай со мной. Не смотри даже на меня. Что сказать-то? Чудная погодка, озеро красивенькое. У тебя волосы блестят, очень красиво, папочка. Люблю блестяшечки. Ну, волосы и правда у него красивые. На золото похоже. Может, я так падка на золотишко, потому что в прошлой жизни была бедна? Я тут вспомнила о том мешочке с драгоценностями, который был у тебя в тот раз. Да я для тебя их охраняла, считай. В следующий раз лучше сам приди и забери их. А ответить-то на это и нечего. Кажется, спокойная и тихая жизнь мне может только сниться. Интересно, откуда у него такая одежда? Египет, Греция, Турция. Ему идет. На такого него даже как-то приятно смотреть. Пусть и неприятно это признавать. Все же он тот тип, что легко привлекает женщин. Я их прекрасно понимаю. Диана тоже была в него влюблена. Я помню это из дополнения к прекрасной принцессе. Мои глаза такого же цвета, да? А? Что это там? Вау, что это? Голубой лотос? А, нет. Цвет такой из-за голубизны воды. А сами лепестки прозрачные. Лотосы растут еще и в озерах. Хочу. Еще чуть-чуть. Немножко. Что случилось? Спасите! Ему все равно. Он не станет меня спасать. Просто посмотрит, как я тону. Вот так. Тихо. Пусть и так. Не перебор ли это уже даже для такого козла? Боже мой, принцесса! Принцесса, как вы? Феликс. Да, ваше величество. Научи Атанасию плавать. Позор, если дочь императора однажды просто утонет в каком-то жалком озере. Принцесса! Все уже хорошо. Вы в безопасности.
Больной ублюдок. Как вообще возможно таким взглядом смотреть, как тонет 5-летний ребенок? Жуть. Нужно собрать все золото, какое смогу, и валить отсюда поскорее. Да пошел этот план С в... Каким образом можно завоевать сердце кого-то настолько ужасного? Шоколадку хочу. Шоколад. Мне смертельно необходим шоколад. В моей прошлой жизни я не могла себе позволить даже плиточку. Мне с трудом удавалось накопить на залежалые онигири из супермаркета. А о роскоши вроде всех этих сладостей я могла только мечтать. А? Принцесса, вас ждут. Пойдемте со мной. Это честь служить вам, принцесса Атанасия. Что здесь происходит? Феликс Робейн, к вашим услугам. Начиная с этого дня, я буду вашим временным королевским охранником, принцесса. Мы благодарны за заботу Его Величества, но чтобы сэр Феликс охранником... За что? Какая-то несвоевременная компенсация? Значит, пока я тонула, помощь мне была не нужна, а тут нате. Его Величество старается оберегать принцессу и относиться к ней хорошо. Неужели? Оберегать? Принцессу? Хорошо относиться? Его Величество готовит постоянных охранников для принцессы. Поэтому, скорее всего, я не задержусь в этом звании на долгое время. Но для меня честь служить вам, ваше высочество. Я хочу увидеться с Ханной и Чес. Раз таково ваше желание, увидитесь. Когда? Дней через 10. Этот Клод... Он не дополнительную прислугу ко мне приставил. Он просто заменил прежних горничных на новых. Неужели тех он уже пристроил в другой дворец? На новых служанок не сработает мое очарование. Все тяжкие труды коту под хвост. Ему же было все равно, даже когда прислуга откровенно крала драгоценности отсюда. Так к чему все это? Ну, принцесса, не печальтесь. Почему бы вам не поговорить с Его Величеством? Его Величество изъявлял желание разделить как-нибудь трапезу с принцессой. Теперь я даже не знаю. Возможно, мне проще просто умереть и переродиться еще разок. Если верить Феликсу, те лотосы в центре озера на самом деле волшебные существа. Но разве Его Величество не замечательный? Монстры, заманивающие людей в воду, чтобы вытянуть из них жизненные силы. Клод, сутулый ты пес, просто сидел и смотрел. Принцесса, вам следует сменить наряд. Нет. С чего бы я должна тут врежаться до него? Сэр Феликс, ну вы хоть скажите. Принцесса Атанасия выглядит прекрасно в любой одежде. Полагаю, Его Величество думает точно так же. Конечно, вы правы, но... Не несите чушь. Клод ни за что бы так не подумал. Пойдемте, принцесса. До свидания. Желаю хорошо провести время. Ваше Величество, принцесса Атанасия пришла навестить вас. Мистер. Да? А почему в папином дворце нет ни служанок, ни рыцарей?
Ему никто не прислуживает, потому что он все предпочитает делать сам. А что касается охраны, в ней просто нет никакой нужды. И вам не стоит называть меня мистер. Пожалуйста, зовите меня Феликс или Робейн. Обращайтесь, как вам будет удобнее. Хорошо. Думаю, его величество сейчас спит. Он позвал меня к себе и просто уснул? Ленивый диги... А хотя, так лучше. Ати хочет вернуться. Не говорите так, принцесса. Почему бы вам не зайти? Что? Его величество будет рад, если именно вы разбудите его, принцесса. Нет, подождите. Я буду ждать вас здесь. За что? Ты, Феликс, ты мелкий. Может, он уже проснулся от грохота двери? Посижу-ка тут тихонько, как мышка, и все. Не, ну серьезно, зачем его вообще будить? Если он не проснется, я смогу просто спокойненько уйти. Кстати, комната выглядит как-то простенько. Кровати и двери совершенно обычные. Я слышала, что прошлый император был тираном, помешанным на богатстве. Наверное, не его комната. А это вообще тот же дворец, что был у прошлого? О, да, явно тот. Никогда в жизни не видела ничего подобного. С такой картиной мне не нужны будут ни золотые подсвечники, ни золотые погремушки. Неужели все, что висит на этой стене, тоже золотое? О боже, прекрасное место! А? Это тоже золотое? Я ее знаю. Это мне видеть не следовало. Что он здесь? Почему не на кровати? Вау, спящим он похож на принца из сказки. Прям красивенький такой. Было бы здорово, усни он так на 100 лет. Не просыпается. Спит очень крепко. Думаю, мне стоит дать ему легкий пробуждающий шлепок. Когда еще мне выпадет такой шанс? Пришло время. За то, что случилось на озере. Сейчас ты у меня получишь! Закрывай глаза скорее. Да что я творю? Под улыбкою луны день ушел, закроем двери. Улыбнись же звездам ты. Утром счастье к нам примчится, сбудется мечта твоя. Да, что пусть тебе приснится, засыпай, любовь моя. Интересно, каким было мое лицо, когда я стояла над ним с поднятыми руками? Надеюсь, это выглядело не слишком странно. Что это была за песня? Песенка, прогоняющая плохие-плохие сны. Этот перец ни разу не слышал эту колыбельную. Да ее же все в империи знают. Доброе утро, папочка. Сейчас не утро. Ну, тогда добрый вечер.
Ты вообще бываешь хоть иногда не таким противным? Тебя Феликс привел? Эх. Я прикажу приготовить нам обед. Я не смотрю. Выглядишь неплохо. Судя по всему, ты идешь на поправку. О, оказывается, он узнал, что я болела. Папа тоже хорошо выглядит. Не нужно забывать про план С. План С. Все ради плана Б. Неважно, насколько это жалко смотрится. Сейчас для меня главное выжить. Как ему удается выглядеть так хорошо, не прикладывая никаких усилий? Давай есть. Я приказала повару приготовить что-нибудь, что может тебе понравиться. Но тогда почему здесь только мясо? Приятного аппетита. Нет! Тебя нужно обучить этикету. Завтра я отправлю кого-нибудь в твой дворец. Я чуть ласты не склеила со страху. Поскольку до сих пор тебя явно никто ничему не обучал, самое время приступить к занятиям. В смысле, явно ничему никто не обучал? Это ты сейчас на мою прислугу бочку катишь? Они вообще-то тоже из знатных семей. И все знают и умеют. Хорошо. Айти будет стараться, папочка. Что? Чего он таращится? Мне же так кусок в горло не лезет. Лили, споешь мне колыбельную? Как пожелаете, принцесса. Не нарвешь ли мне однажды поздней ночью тех цветов? Может, ты услышишь даже звездное спокойных снов. Как прекрасно. Мое пение даже рядом не стоит с пением Лили. Утром счастье к нам примчится, сбудется мечта твоя. Та, что пусть тебе приснится, засыпай, любовь моя. Тебе не кажется, что она нагловата? Наверное, это у нее от Дианы. Для меня леди Диана была из тех, кто способен кому угодно запасть в душу. Еще бы год, и я окончательно забыл бы лицо этой распутницы. Вы хорошо провели время с принцессой Атанасией. Разве она не прекрасна? Прекрасно. Мне неизвестно более значение этого слова. Оставь меня, я устал. Долгих лет жизни и процветания, о солнце империи. Он может говорить что угодно. Но я уверен, его еще можно спасти. Пусть же однажды этот яркий свет развеет вашу тьму. Спасибо за приглашение на чаепитие. Божечки. Ну, как тебе такое? Разве я не самое милое создание на свете? Я даже специально тренировалась, чтобы стать еще очаровательнее. Вообще все равно. Феликс. Да, Ваше Величество. Ну и ладно. Чего еще можно было от него ожидать?
Доброе утро, папочка! Мой дух не сломить. Сейчас 10 часов утра. Примерно месяц назад этот чертов Клод перенес время нашего обычного чаепития на раннее утро. Раньше он звал меня ближе к вечеру. Теперь в мои обязанности входит желать ему доброго утра каждый день. На мое приветствие он, конечно, обычно никак не реагирует. Сегодня ночью мне приснился папочка. Я? Атя вместе с папой, Лили и Феликсом отправились собирать звездочки и луну. Было так весело. Какой глупый сон. Да ну тебя. Ати была так рада, что папа поиграл с ней. Я больше не могу. Сосредоточусь лучше на пироженке. Мне самой от своих же слов уже неловко. А? Что это с ними? Наверное, этим горничным еще не доводилось быть свидетелями нашей с Клодом болтовни. В общем-то, ничего удивительного. Долгое время мы были совсем порознь. Опять он за свое. Может быть, он плохо спит? В прошлый раз он тоже был сонным. Почему бы ему просто не отложить наше чаепитие на полдень? Папа, а твой чай вкусный? Он мне не за вкус нравится. Ати хочет то же самое, что и у папы. Думаю, этот чай слишком крепкий для вас, принцесса. Но я хочу такой же. Зацени, какая я смелая. И какая я дерзкая. Будет здорово, если Клоду понравится моя решительность. И ему перехочется меня убивать. Да и стоит иногда пробовать что-то помимо тортиков и молока с медом. Принеси ей этот чай. Раз она так хочет, я не буду ее останавливать. Ура! Как и предполагала, на вкус так же хорош, как и на запах. Ати нравится! Как будто у Ати во рту распускаются цветы. А? Что? Что это за реакция такая? Вот как. Значит, вам нравится. Этот чай называется Лип. Его Величеству он тоже нравится. И леди Диана также его любила. Будто во рту распускаются цветы. Так она говорила о нем. Мамочка сказала то же самое, что и Ати. Да. Его Величество полюбил этот чай из-за леди Дианы. Главный ингредиент этого чая – санью. Поставляется только из Сиодонна. И однажды Его Величество с леди Дианой вместе пили чай прямо на этом... Ничего подобного я не помню. Ты сегодня поразительно говорлив. От тебя слишком много шума. Оставь нас. Долгих лет жизни и процветания, о солнце империи. Что? Так значит, для тебя она просто пережиток прошлого? Что ты за сволочь такая? И при этом он все еще хранит у себя портрет другой. Тебе слишком рано пить чай. Детям лучше пить молоко. Ати молоко нравится. Что вы рисуете, принцесса? Глупый Феликс. Это Лили. Лучший человек на всем белом свете. Теперь я точно угадаю. Это Его Величество, да? Нет, неверно. Это тебе, Феликс. Это я?
Спасибо огромное, спасибо, принцесса. Я сохраню его в качестве семейного наследия. Это будет уже слишком. Вот, это для Лили. Боже, для вас я настолько красивая. Конечно. Ты прекрасная, как звездочки на ночном небе. Ладно, теперь настала очередь этого идиота Клода. Это его величество и принцесса? Уверен, его величество будет польщен. Не, я не отдам ему этот рисунок. Польщен он уже точно не будет. Думаю, он даже может попытаться убить меня за то, что нарисовала его таким страшным. Так, кого бы еще нарисовать? Лили, Лили! Да, принцесса. А как выглядела мамочка? Ати хочет нарисовать маму, но она не знает, как мама выглядела. У мамочки были прямые волосы, как у Лили, или волнистые? У нее были прекрасные золотые волосы. В точности, как у принцессы. А длина вот такая? Немного короче. А каким было ее лицо? О, у нее. Так, хорошо. Теперь я могу нарисовать и ее. Она была прекрасна, как и вы, принцесса. Как Ати? Прекрасной принцессе о Диане говорилось, что ее красота была настолько потрясающей, что от нее невозможно было отвести глаз. Интересно, как она выглядела? Все говорят, что я похожа на нее, но я-то еще ребенок. Но если прикинуть, то даже этому козлу Клоду понравилась Диана. Иначе Атанасии просто не было бы, так ведь? Значит, она и вправду была очень красива. Я бы тоже хотела ее увидеть. А? С чего такая гнетущая атмосфера? Неужели я сказала, что хочу увидеть маму вслух? С того дня они постоянно пекутся обо мне. Э, принцесса, мне не интересно смотреть на цветы, хочу домой. Мне надоело делать вид, что я ничего не понимаю. Атмосфера слишком тяжелая. Перестаньте так себя вести. Она ведь мне даже не настоящая мама. По всему ни одного камня, памяти, хранившего в себе образ леди Дианы, во всем дворце не осталось. Понятно. Как жаль. Камень памяти? А я так хотел дать возможность принцессе увидеть леди Диану. На камне памяти при помощи магии можно записать до 30 секунд жизни. Эх, сэр. Я и раньше это замечала, но... Почему? Феликс подозрительно хорошо относится к Диане. Да и реакция на нее Клода тоже какая-то странная. Я попрошу его величества. А что? С его магическими способностями его величество может напрямую передать свои воспоминания. А? Конечно, это не то же, что камень памяти. Воспоминания не будут так же отчетливы и непредвзяты. Но так принцесса могла бы, по крайней мере, увидеть ее. Лотта? И ему подвластна такая магия? Неужели я упустила это из вида во время прочтения? Но вы уверены, что его величество согласится? Это ведь ради принцессы. Я схожу, попрошу его. Подождите, постойте секунду.
Ты свихнулся? О чем ты вообще говоришь? Ты думаешь, Клод когда-нибудь согласится на такое? Я пойду к нему прямо сейчас. Ты серьезно? Не надо! Я не хочу. Принцесса, не говорите с папой о маме. Но почему, принцесса? Папа ненавидит вспоминать маму. Кто-нибудь спасите! Что если я скажу, что хочу увидеть маму? И папа возненавидит меня тоже. Тоже? Принцесса, вы... Вы все это время думали так? Что я натворила? Все становится только хуже. Принцесса, его величество не ненавидит вас. Клянусь честью. И я ни секунды не сомневаюсь в этом. Его величество не испытывает ненависти ни к вам, ни к леди Диане. Вы можете быть с ним честны. Вы ведь так юны. Вам не стоит столь рано начинать сдерживать свои чувства. Нет-нет, Ати, на самом деле это не нужно. Я больше не хочу увидеть маму, правда. Давайте тогда так. Если вам трудно лично обратиться к его величеству, я попрошу его за вас. И опять 25. Не надо! Все в порядке, я точно смогу его... Я же сказала нет. Я не хочу. Ауч. Папа будет ненавидеть меня, даже если ты его попросишь. Я знаю. Он точно возненавидит меня. Я же сказала, что больше не хочу видеть маму. Принцесса. Сегодня мне так и не удалось поспать. Принцесса, леди Диана всегда рядом с вами. Нам уже пора. Я вчера немного переборщила, да? Ну что ж. У Ати болят ножки. Феликс, понеси меня. Да, принцесса. Тогда, пожалуйста, будьте осторожны. Пока-пока, Лили. До встречи. Нет, ну вы посмотрите на них. Ведут себя как новобрачные какие-то. Они часом не втрескались тут в друг друга, нет же? Сегодня мы идем в тронный зал. Я тебе Лили не отдам. Боюсь, нам придется немного подождать. Что еще можно было ждать от Клода? Раз он торопится и не думает, мог хотя бы дать войти и подождать внутри, а не торчать в коридоре. Сэр Феликс. Ух ты, какой привлекательный мужчина. Сэр Альфиос, сколько воды вытекло. Что, Альфиос? Тот герцог, чья семья растила Дженит, пока ей не исполнилось 14. Я был удивлен, когда не увидел вас в тронном зале. Не ожидал встретиться с вами здесь. Главный любовный интерес романа и Джекил Альфиос. Так это его отец? А, ну точно. Такие же серебристые волосы и золотые глаза. Прошу меня простить за бестактность. Я не сразу заметил. Роджер Альфиус, к вашим услугам. Долгих лет жизни и процветания Абелийской империи. Роджер Альфиус. Эдакий мужчина, полный амбиций. В романе ему удалось достичь небывалых высот через Дженит. А? Что это с ним? Этот взгляд. Он сравнивает меня со своим билетом в прекрасную жизнь? Меня? 5-летнего ребенка? Здравствуйте, мистер Снежок.
Ну, приветик. Как там Дженит? Это же она не обо мне, так ведь? Но, мистер, вы так похожи на беленького песика. Хотите попробовать? Вкусненько. Благодар... Плохой песик. Песики не едят сладкое. Принцесса поистине само очарование. Пожалуй, хватит с него. Аки хочет к папочке. Ну что же, тогда мы пошли. Пока-пока, мистер Снежок. Для меня честь встречи с вами. Долгих лет жизни и процветания Абелийской империи. Пришли? Да, Ваше Величество. Мы пересеклись с сэром Альфиосом в коридоре. С мистером Снежком. Снежок? Он был похож на белого песика. О, улыбнулся. Подходящее имя тому, кто постоянно лает. Боже, боже. И так ты говоришь про будущего свата? А ты, смотрю, освоился в роли няньки. Не думаю, что это был комплимент. Ой. Я тут вспомнил, я слышала, у сэра Альфиоса есть сын примерно того же возраста, что и принцесса. Разве не было бы здорово, подружись он с принцессой? Вы только взгляните на все это золото. Никто же и не заметит, если я утащу немножечко. У Ати будет друг? Мне дурно от одной мысли, что тут будет бегать аж 2 ребенка. Терпеть не могу шум. Я оплошала. Нужно было сказать, что мне не нужны друзья. И еще дурнее становится от мысли, что одним из них будет мелкая копия Роджера. Да, это было бы перебором. Черт. Мне было просто любопытно узнать больше об... и Джекиле. Помню, он был на 2 или 3 года старше Дженит. О? Какая же ты тяжелая. Ась! Что он творит? Такого еще не случалось. Я устал от этого лая с утра пораньше. Но сейчас полдень. Ой, я ничего так, мягенько. Значит, в тронном зале есть такой потайной уголок? Вроде комнатки отдыха. Но размещать ее за тронным залом... Чего? Да как можно быть настолько ленивым? Носит вечно халаты и спит, где ему вздумается. Та песня. Напугал. Песня? Та, которая отгоняет плохие сны. Колыбельная. Колыбельная? Не суть. Да, я про нее. Спой. Ты чего это? Хочешь, чтобы я тут с тобой любезничала? А ты ее забыла. Забыла? Да, ну и что ты мне сделаешь, Тогда как мне освежить тебе память? Да, просто забей уже. Ну серьезно, какой упертый. Навевая это воспоминание. Когда я взошел на престол, какие-то сумасшедшие решили напасть на меня прямо в тронном зале. Я схватил их и поставила перед собой на колени. Эти идиоты продолжали уверять, что они никому не подчинялись, и ничего особенного им не было известно. Но стоило мне применить силу, они тут же все вспомнили. Кошмар. За столько лет я научился многим способам возвращения памяти. Но с тобой их использовать нельзя. Продолжай улыбаться.
Совсем недавно ты помнила песню, а теперь вдруг забыла. Интересно, что же я мог бы придумать, чтобы ты вспомнила? Я вспомнила. Колыбельная, да. Отец поет папочке песенку. Когда ночь в тиши крадется. И вот так меня заставили петь колыбельную, пока этому козлу Клоду не хватило. Его Величество заснул? Он так крепко спал, что я решила ему немного отомстить. Да-да-да. Удивительно. Он редко позволяет себе полностью расслабиться, находясь с кем-то наедине. Должно быть, и ваша песня его успокоила. Ты тоже слышал? А как же стыдно. Принцесса. Простите за вчерашнее. Я совсем забылся. Мне нельзя было принимать таких решений, не посоветовавшись сначала с вами. За что ты извиняешься? Я просто думал, что это могло бы вас осчастливить. Неудивительно. Это ведь я сказала, что хочу увидеть Диану. Для них это было желание ребенка, никогда не видевшего свою маму. Прямой удар по моей совести. Не стоило мне так сердиться и толкаться. Прости, что Ати тебя вчера толкнула. Ничего. Мне еще немножко больно, но мне уже намного лучше. Да не гони! Как это, по-твоему, должна была тебя толкнуть, чтобы тебе было больно? И так-то это я упала тогда. На самом деле, я тоже потерял свою матушку в раннем возрасте. Пусть и не так рано, как вы. Моя матушка была кормилицей Его Величества. Поэтому Его Величество был мне молочным братом, как говорят в народе. Вот почему Клод так мягок к Феликсу. В отличие от его отношения ко мне. Если честно, я очень злился на матушку за то, что она проводила с Его Величеством куда больше времени, чем со мной. Поэтому, когда она умерла, я часто говорил, что я совсем по ней не скучаю. И тогда я сам себя в этом убедил. Поскольку она не так часто бывала со мной, пока была жива, я не ощущал сильной привязанности к ней. Но однажды, совершенно случайно, я засмотрелся на свой платок. И ненароком я заметил свое имя на платке, вышитое когда-то рукой моей матушки. Сам не заметил, как мои глаза наполнились слезами. Я так сильно ее ненавидел. Для меня она была лишь именем, да образом из прошлого. Но на самом деле я все равно скучал по ней. Даже если я ее почти не помню, она моя единственная и неповторимая мать. Не слишком ли личным ты со мной делишься? Мама? Мама, да? Мне не понять. Я была сиротой, но... Будь я настоящей Атанасией, не видевшей мамы, жившей в Рубиновом дворце, где ее почти никто не любил, наконец встретившей отца, с которым так мечтала увидеться, будь я ей... Знаешь, если честно, только это секрет. Когда Ати сказала, что больше не хочет увидеть маму, она солгала. Правда? Но Ати не врала, когда говорила, что ей больше это не нужно. И раз ей всего-то 5, как-то так это было бы для нее, думаю. У Ати есть папа. Даже если у Ати нет папы, она может петь папе колыбельную. Поэтому ей не грустно. Но этот козел все равно дарил свою любовь одной лишь Дженит. Атанасии же он в итоге подарил только смерть. Принцесса, у вас есть какое-нибудь желание? Желание? Что-то, чего вам очень-очень сильно хотелось бы. Спрашиваешь еще? Конечно же, я хочу. 18-летие. Что, простите?
Чтобы этот козел Клод не убил меня до моего 18-летия, разумеется. Я хочу, чтобы папочка очень-очень любил Ати. Так же, как Ати любит его. Вот так сильно. И чтобы это длилось до 10, а потом и до 18 лет. Чтобы ему не хотелось меня убить. Что-то я устала. Я уверен, ваше желание обязательно сбудется. Ла-ла-ла. О, какой красивый голос. Ла-ла-ла. Чей он? Кто? Не уходи. Она прекрасна. Богиня и нимфа. Леди, вы очень-очень красивая. Ваша улыбка прекрасна. Должно быть, принцессе снится чудесный сон. Ну, она же пела ту песню от плохих снов. Да, уверен, ее песню услышали феи и даровали ей сладкие сновидения. В последнее время ты несешь такую чушь. Как шумно. А теперь тихо. Не надоедай. Засыпай уже. Опять опустела. Моя корзинка с шоколадом. И кто посмел? Я прокралась сюда, чтобы втихую съесть немного. Но здесь и так мало осталось. Если еще съем, я точно спалюсь. И с тех пор, как у меня впервые заболели зубы от сладкого, моим чарам больше никто не подчиняется. Больно. Видите, с этого дня никакого шоколада. Тогда крайние меры. Я хочу к папочке. Это ты? Папочка, Ати пришла навестить тебя. Врываешься в мой дворец, будто он твой. Но я так сильно хотела увидеть папочку. Очень-очень сильно. Сколько шума от тебя в такую рань. Клод все еще довольно груб в выражениях. Но когда я прилипаю к нему, он ничего против не имеет. Не имеет же. Несите. Ура! Только посмотрите, как они прекрасны. Имеется ощущение, что торты тебе дороже меня. Ну, они такие вкусненькие, только потому что папочка со мной. Какой наблюдательный. Посмотрите на него. Как бы то ни было, время все меняет. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда я по собственной воле буду бежать к Клоду. Но он разрешает мне есть столько сладкого, сколько я захочу. Странно, что твои щеки еще не распухли. Я уже привыкла к его замечаниям о моих пухлых щеках. Ты вечно так говоришь, но... Разве не ты продолжаешь кормить меня сладостями каждый день? Может, это потому, что я миленькая, когда ем? А может и нет. Ты никого не встретила по пути сюда? Нет, а кого я могла встретить? Хорошо, что нет. Если встретишь, просто игнорируй. О ком он? А, мистер Снежок!
лапу, мистер Снежок. Я ведь уже говорила вам, меня зовут Роджер Альфиос. Хороший мальчик. Молодец. Ваше Высочество, вам не одиноко здесь без друзей? Вам ведь не с кем даже поговорить. Друзья? Что он задумал? Мистер, ну какой же вы глупый. Конечно же, у Ати есть друзья. Феликс, мой друг. Принцесса. Но разве вам было бы не проще с ровесником? У меня есть ребенок примерно вашего возраста. Очень умное и воспитанное дитя. Всего на 3 года старше вас. Если вы будете относиться к нему как к старшему брату, он будет заботиться о вас, как о своей младшей сестренке. В ответ. Он решил мной подстраховаться. Поскольку похоже, что у нас с Клодом хорошие отношения, ты решил сделать меня своим запасным вариантом? Хочешь использовать меня, если Клод плохо отреагирует на появление Дженит? Плюс, возможно, несколько самонадеянно так говорить о себе, но он весь в меня. Такой же красавец. Если он выглядит как вы, Ате он уже не нравится. Да и вообще, ему сейчас только 10 лет. Пусть он и главный герой. Думаешь, мне так хочется с ним тут нянчиться или что? Тогда как насчет девочки примерно вашего возраста? Да он рехнулся! Вы о своей подопечной, сэр. Да, я забочусь о младшей дочери моей кузины, пока она восстанавливает здоровье в загороде. Ну как, ваше высочество? Что как? По-твоему, сбрендивший ты старый пень? Да он готов цепляться за что угодно, да? Ты решил приблизить ко мне Дженит, чтобы Клод к ней прикипел за мой счет? Хочешь, чтобы я рисковала жизнью ради твоего счастья? Конечно, я знаю, что Дженит ни в чем не виновата. Но я-то Атанасия, черт тебя дери! Принцесса, если вы согласны, я помогу уговорить его величество. Но... Ати не хочет дружить с кем-то, кто глупее Ати. Ваше высочество. Она смышленная девочка, не беспокойтесь. Тогда как хорошо ребенок мистера Снежка знает теорию социологии? Раз она такая смышленая, значит она уже изучила 2 раздел, да? Ати трудновато дается теория функционализма Макса Бердинга. Но выходит, ваша дочка уже дошла до Билла Луитса? А что насчет других предметов? Грамматика, философия, история. Она умеет говорить по-орлатански? Или на официальном языке Паскаль? Небеса все видят. Правду от них не скрыть. Язык объединенный с Айкосийской империей простой. Его она точно знает, да? Господь покарает лжецов. Моя подопечная тоже рано заинтересовалась науками. Но до ваших познаний ей далеко. Мне доводилось слышать, что ее высочество необычайно умна для своего возраста. Но, похоже, вас крайне недооценили. Принцесса, я постараюсь соответствовать вашему уровню. Упс. Какой милашка! Привет. Хочешь вкусняшек? Вот, держи. Ой.
Постой! Попался! Воронуля! Ау, мои волосы. Ты что творишь? Прекрати их тянуть. Изыди. Кому говорят? Откуда тут такой красавчик? Офигительно красив. Вы кто? Сюда мало кого пускают. Что вы тут делаете? Ловлю вот его. Воронуля. Ой, так он ваш? Ты его раньше не видела? Чего? Так он здесь не за своей животинкой? Но он же говорил, что ловит его. Принцесса! Принцесса! Феликс! Куда же она ушла? О, Феликс! Ой, совсем забыл. Я же выучил всего 10 слов по-арлатански. Нужно вызубрить остальные, и только потом идти к принцессе. Как вы это сделали? Вы колдун? А что еще вы умеете? Ну, могу еще вот так. Круто! Настоящее волшебство! Ух ты, какой приятный запах! Но почему мне так тяжело дышать? О, что только что... Ты смеешь мешать мне такими дешевыми трюками? Какая невоспитанная тварь. Мне тебя прикончить? Не троньте воронулю! Он не ваш, так ведь? Конечно нет. Эта тварь твоя. А? Впервые видишь мага, никогда прежде не видела святого зверя. В какой пещере ты жила до этих пор? Судя по твоим глазам, ты должна быть прямой наследницей королевской крови. Ты дочь Килумы, да? Вот и нет. Так и знал. Значит, я спал намного дольше, чем предполагалось. Тогда ты дочь его сына. Тернитаса, верно? Почему он говорит о прошлых императорах так обыденно? Как говорят о своих соседях по лестничной клетке. Да о чем вы? Мой папа Клод. Клод? Так зовут нынешнего императора? Что? Да. Чего-чего? Я проспала всю революцию? Что? Погодите-ка. Да что он творит? Как он смеет трогать лицо без разрешения? Что такое? Это интересное. Никогда еще подобного не видел. Мое тело. Похоже, скучать и не придется. Тогда лучше не убивать. Чего? Он это про меня говорит? Этот священный зверь рожден из твоей магии. Священный зверь? Что это такое? Священный зверь — физическое воплощение твоих волшебных сил или же маны. Когда он вырастет, ты сможешь его снова поглотить и использовать его ману, как тебе заблагорассудится. Звери воплощаются в физическую форму, когда у человека переизбыток маны. Так что обычно их редко можно увидеть воплощенными. Он засмущался, что ли? Так значит, он появился из-за того, что в моем теле слишком много маны?
Так получается, я что-то вроде сильнейшего мага? Ну, похоже, потенциал у тебя есть. Спасибо, что рассказали, мистер. Ати, уже пора идти. А? А? Зачем ему воронули? А когда это я сказала, что отдам его тебе? Вы же говорили, что он мой. Да что ты. Его нашел я, так что он принадлежит мне. И только мне решать, как его дальше готовить. Почему вы забираете у меня мое? Верните мне воронулю. Что вы собрались с ним делать? В смысле что? Когда человек устает, ему нужно поспать. А когда он голоден, ему нужно поесть. Я слишком долго спал. Моя мана на исходе. Чтобы ее восстановить, мне надо просто съесть его. Чего? Нет, отдай мне воронулю! Да тише ты. Не нужен тебе священный зверь. Твоей собственной маны тебе на всю жизнь хватит. Никто, кроме тебя, не виновен в том, что твоя мана на исходе. Почему я должна отдавать тебе моего воронулю? Отдай! Отдай воронулю! Тогда давай так. Я подожду дни, когда эта тварь вырастет. В смысле подождешь? С чего мне соглашаться? Соглашаться? Да я просто жалею тебя. Ты же понимаешь, что если бы я захотел, я бы с легкостью избавился от тебя прямо сейчас и просто забрал бы зверя. Но я решил этого не делать. И это только потому, что ты мне нравишься. Не волнуйся так, я добрый колдун. Я и передумать могу его есть. Тогда что хочешь взамен? А ты смышленая. Тебе нечего бояться. Это сущий пустяк. Ты ничего от этого не потеряешь. А что, если снова передумаешь? Не передумаю. Условия совершенно безобидные. Для тебя одни плюсы, клянусь. Как и сказал, ты ничего не потеряешь при нашем договоре. Так что держи. Как тебя зовут? А зачем тебе? А что не так? Говорю же, я славный малый. Ладно, тогда представлюсь я. Меня зовут Лукас. В следующую нашу встречу можешь звать меня по имени. Мне пора. Еще свидимся. Принцесса, кто это у вас? Вы ушли, сказав, что хотите поиграть одна, а вернулись с новым другом. Я сказала, что хочу поиграть одна? Да, я слышала, как вы это и Лилиан сказали. О, это дело рук того стрёмного чувака? Воронуля, кажется, мы спаслись от психопата. А? Воронуля! Давненько у нас не было шоколадного торта к чаю. Что? Ой. Так это ты воровал мой шоколад. Ну, в итоге мы его оставили. Ай! Ня-ня-ня-ня. Вот, поешь. Ням-ням-ням-ням. Умница. Хороший мальчик. Принцесса, вам пора к его величеству. Тс, я не наигралась с воронулей. Папуля, я так соскучилась. Ты уставший? Ты позвал свою милую очаровательную дочурку спустя столько времени, чтобы тут носом клевать? Он явно спал не больше 4 часов. Боже,
Быть императором — та еще морока. Ваше Величество, погода сегодня шепчет. Почему бы вам с принцессой не прогуляться? Прогуляться? Можно. Сколько не смотрю, вечно удивляюсь. Такой прекрасный трон. Хочу забрать домой. Что такое? А? В смысле, что такое? Мы же гулять собрались, значит. Я думала, это Феликс. Она просится к вам на ручки, Ваше Величество. А, нет, это ошибка! На ручки? Да, она всегда так делает со мной, когда ее ножки устают. Нет, я просто увидела что-то на папочкиной одежде и... Не дергайся, ты и так тяжелая. Неудобно, задыхаюсь. Ваше Величество, если будете ее так держать, принцессе будет неудобно. Ей просто нужно висеть и не дергаться. Что в этом неудобного? Дышать нечем. Лучше будет ее нести вот так, Ваше Величество. Ах, жива. Вот, постарайтесь взять ее так же. Пусть меня несет Феликс. Раз таково желание принцессы, ничего не поделаешь. Идемте, Ваше Величество. Мы последуем за вами. И я ее понесу. Чего? В смысле, за что? Ты так серьезно говорил о том, как нужно ее носить, но, как оказалось, все очень легко. Ну, а ты не... Не хочешь, чтобы тебя нес и я? Пожалуй, я в последнее время слишком неосмотрительна. Я и забыла, насколько ты можешь быть опасным. Поэтому расслабилась. Отойди. Мешаешься под ногами. Я камень, я кремень. Даже не шелохнусь лишний раз. Феликс всегда тебя так носит. Когда Ати идет к папочке. А в другие дни? Уж извини, но единственное, ради чего я покидаю Рубиновый дворец, встреча с тобой. Ати может сама идти. Если папочка возьмет Ати за руку, Ати может пойти прямо сейчас. Намекаешь, что в сравнении с Феликсом я плохо тебя несу? И к чему такие вопросы? Кроме тех дней, когда я зову тебя, не позволяй Феликсу тебя носить. Иначе привыкнешь. Ваше Величество, можно мне уже идти поближе? Я же сказал, ты мешаешься под ногами. Отойди на еще 10 шагов от нас. Вы не устали? Я мог бы вас сменить и понести принцессу. Ты слишком уж... Что ты творишь? Букашка! Я просто прихлопнула букашку. Это я-то букашка? Нет, да нет же! Нет, букашка была на папином личике. Она хотела куснуть папочку, поэтому Ати ее хлопнула. Вот так. А, вот как. Теперь принцессе просто надо подуть на щеку Его Величество, чтобы боль упорхнула. Да ни за что. Думаешь, можешь просто так решать, что мне делать? Папуля! Боже, ну что за жизнь? Видимо, в следующий раз все же лучше мне понести принцессу. Хочешь умереть — вперед, но меня в это больше не втягивай. Ей стоит поучиться сдержанности. Мне-то? Она так легкомысленно машет руками, пытаясь поймать одного несчастного жука.
Так что ей следует лучше за собой следить, чтобы такого не повторялось. Какой же он злопамятный. Сейчас ее удар слабый. Но что случится в будущем в такой же ситуации? Вместо букашки умрет человек. Это что, сарказм? Да, но принцессе всего 7. Неважно. Ты бесполезный стражник, раз вместо того, чтобы ее охранять, только носишь ее везде на руках. А что еще ему делать, если во дворце одна тишь да гладь? Что-то не так. Почему мое сердце... Что? Кровь? Принцесса! Ваше Величество, принцесса очнулась. Принцесса, видите меня? Вы меня узнаете? Принцесса! Больно. Я помру сейчас. Как будто все мои внутренности горят. Что нам делать, Ваше Величество? Что происходит? Я приказал тебе излечить ее. Как ты умудрился сделать ей хуже? Молю, простите, Ваше Величество, но принцессе не стало хуже. Ей больно из-за ее состояния. Мы ничего не можем поделать с тем, что ее мана вдруг взбеленилась. Я приказала вам найти решение, а вы только нашли в себе наглость признать свою бесполезность. Простите, Ваше Величество, но я лучше других королевских магов разбираюсь в вопросах проблем с маной. Вряд ли какой-нибудь другой маг сможет спасти принцессу. Смерти захотелось. Мог просто попросить убить тебя. К чему такие сложности? Приведите другого. Этого заприте в темнице. Ваше Величество! Ваше Величество, пощадите! Коль жизнь тебе дорога, хорошенько пораскинь там мозгами. Если вскоре ты не скажешь ничего полезнее, я поочередно лишу тебя конечностей, оставив твою голову напоследок. Больно. Папочка, так больно. Ты слишком шумная, засыпай. Чувак, твоя дочь вот-вот коньки откинет. И это все, что ты можешь ей сказать? Бессердечный. Каким образом я должна заснуть? Вау. Снова та прекрасная незнакомка. Она выглядит еще красивее. Знаете, мисс, я сегодня почти померла. Пила молоко и вдруг начала кашлять кровью. Мне было чертовски плохо. Было бы здорово, если бы вы могли заговорить в этих сновидениях. Но я могу только стоять тут и смотреть на нее. И этот сон закончится тем, что я развернусь. И уйду от нее так, будто я ее не знаю. Твоя взяла. Похоже, ты все же смогла меня обвести вокруг пальца. Я встану перед тобой на колени, если хочешь. Что вы такое говорите? Иначе я навсегда потеряю тебя. Да, я знаю. Все это очередная дурацкая игра моих чувств.
И даже зная это, я все равно опять попался на ту же уловку. Ваше Величество. Забудь обо всем, подумай о себе. Не покидай. Выбери меня. Меня. А не ребенка, пожирающего твою жизнь прямо сейчас. Наконец-то ты проснулась. Что, вообразила себя спящей красавицей? К чему теперь притворяться спящей? Мне тебе иностранного принца притащить? И из какой страны хочешь суженого? Орланта? Хуаль? Секансия? Боже, парень, можно мне пару минут очухаться? У меня только что был очень важный сон, чтоб тебе пусто было. Я уже немного устала от боли и харканья кровью. Так еще и этот маньяк здесь. Больше не больно? Я тебе жизнь спас. Ты мне должна. Ты меня вылечил, мистер? Ага. Если бы не я, твое сердце бы взорвалось. И все. Как ты узнал, что я заболела? Опять за Воронулей пришел. Ну почему ты такая недоверчивая? Сказала же, что не буду его есть. Конечно, это нелегко, но я пообещал, поэтому держу свое слово. Вообще-то, где моя благодарность? Мне с трудом удалось спасти твоего Воронулю от твоего папы, знаешь ли. Что? Зачем Воронуле дался Клоду? Мне было очень трудно сдержаться, чтобы не съесть его ненароком. Так все же это от тебя его надо было спасать, а не от Клода. Принцесса! Папочка! Он меня поймал? Он собирается меня отпустить? Нет? Тебе еще не здоровится? Никаких побочных эффектов не будет? Папочка, это дядя! Похоже, я потратила почти все свои силы на излечение принцессы. Ой. Ты достоин похвалы за свою работу. Конечно, только после того, как мы убедимся, что принцесса полностью выздоровела. Прошу простить, Ваше Величество, но принцесса еще не до конца излечена. Что это значит? Молю, простите, я все еще только учусь, и потому не смог полностью стабилизировать ману принцессы. Но худшего мы смогли избежать, поэтому потихоньку ее мана восстановится, и... Подобное может повториться еще пару раз, но я обязательно буду рядом, чтобы пожертвовать свое тело для излечения принца. Ваше Величество, думаю, сначала ему следует дать отдохнуть. Подробности мы можем выслушать потом. Похоже, молодой маг себя истощил. Хорошо. Чего? Что с ним такое? Когда он стал таким маленьким? А? Этот мелкий... Принцесса! Лилию! Принцесса! Наконец-то я снова вас вижу. Я так... На протяжении всего месяца я боялась, что больше вас не увижу. И
просто... Чегось? Месяц? Да. Если быть более точным, вы проспали 48 дней. Сколько, простите? Тебе очень повезло. Еще бы минута, и с тобой было бы покончено. Господи, какая же вкуснотища. Попросила служанки еще, когда она придет. А может, сначала объяснить, что ты здесь забыл? А, да. Так твой папа не сын Тарнитаса? Что за глупости? Тернитас умер больше 200 лет назад. Теперь весь дворец смотрит на этого отморозка, как на героя. Та-да! Я потеряла сознание из-за того, что мана в моем теле вышла из-под контроля. Но ни один маг королевства не мог меня исцелить. Некоторые даже говорили, что со мной что-то не так. И посреди всего хаоса явился этот чокнутый, сказав, что он может меня исцелить. Тем самым заявив о себе, как о юном талантливом колдуне. Зачем он строит из себя лапочку? Что, ты тоже хочешь? Можем поменяться. Не хочу. Никакого обмена. Даже если все это случилось с тобой из-за него. Что? Из-за того, что ты его постоянно тискаешь, от вашей близости его мана возвращается к тебе. Тело не выдерживает, и в нем начинается кавардак. Такая редкость, но, судя по всему, твоя мана очень сильно к тебе тянется. Ну или у тебя ее даже для слишком много. Значит, мне больше нельзя играть с Воронулей? Считаешь меня каким-то дураком, не способным разобраться с такой ерундой? Думаешь, я предпочту, чтобы тот, кого я только спас, помер? Нет. Но я действительно спас эту тваринку от твоего отца. Ты должна быть мне признательна за это. Кажется, он тебя очень любит, а? Как только он услышал, что ты умираешь из-за зверя, он попытался придушить его в ту же секунду. Но на самом деле, если бы ему это удалось, все стало бы еще хуже. Поскольку тогда мана потеряла бы свою физическую оболочку, и вся вернулась бы в тебя. Тогда Воронули избегал меня, потому что понимал, что может быть для меня опасен? Нет. Откуда он такой умный взялся бы? Просто звери обычно наследуют характер и поведение хозяина. Как, например, вы оба, Даудури, любите шоколад. На самом деле ты хочешь сбежать отсюда, да? Хочешь скрыться там, где тебя никто не найдет? Хочешь сбежать из дворца? Вот еще. Что-то несет. И меня ты ненавидишь, м? Ты хочешь, чтобы я сейчас исчез с глаз твоих долой и больше никогда не объявлялся? Я прав? Он постоянно пищит, когда я его держу. И это из-за тебя. Конечно, он тебя боится. Ты же вечно угрожаешь его съесть. О, так значит, ты меня не ненавидишь? Слава богу. Знаешь, на самом деле я очень ранимый и стеснительный. Мое сердце обливается кровью, когда я кому-то не нравлюсь. Почему ты притворяешься ребенком? С теми объемами маны, что есть у меня сейчас, мне стоит ее экономить. Меньше тела, меньшие затраты. Вообще-то, мне самому не очень-то хочется вести себя так миленько. А, кстати, твоя мана даже вкуснее, чем я предполагал. Чего, простите? Не смотри на меня так. Я поглотил только излишки. Ее все равно больше некуда было девать. Да что ты несешь такое вкусное? Но зачем ты ел? Неужели в тот день, когда я увидела его настоящего, он...
Лови. Твой отец идет. Папочка! Он... Простите, если я вас расстроил, принцесса. А? Но ваш питомец — неуправляемое магическое существо. Даже опытному магу с ним трудно совладать. Вам лучше бы к нему не приближаться совсем, но поскольку ваше высочество не хочет с ним разлучаться, я рекомендую хотя бы сократить время вашего совместного пребывания. Опять он за свое! Ты прав, но я бы его лучше вышвырнул. Чего? Но, папочка, он говорил, что Воронуля больше не опасен. Никто не может сказать, когда пес, укусивший однажды, укусит еще раз. Но он же не пес. Мана принцессы все еще нестабильна. Для нее может быть опасно так много бывать со зверем. Лучше им не быть вместе чаще, чем 3 или 4 часа в сутки. Слава богу. Вы не представляете, как я рад, что у нас есть вы. Вас надурили. Я пойду. Его с собой забери. Господи, чего они прицепились к Воронуле? Папочка, можно Ати его покормить? Он, наверное, голодный. Пожалуйста. Лучше его все же удавить. А? Что, мистер колдун? Вы покормите Воронулю вместо Ати? Как мило, спасибо. Я передумал. Немедленно его убейте. Никак не перестану зевать. Ати очень хочет спать, папочка. Так сильно хочет спать. Выведи его отсюда! Раз принцесса устала, я тоже пойду. Как клонит в сон. Вот и все. Теперь надо только притвориться спящей. Поспи немного. А? Я что, правда заснула? Сколько же я проспала? Почему мне снится эта красавица? Только если Клод рядом. Еще рано. Поспи еще немного. Я буду здесь, пока ты спишь. Что? Почему он так смотрит? Принцесса спит? Да. Колдун вернулся. Я пока не нашел ничего подозрительного о нем. Мне продолжить все расследование? Всегда лучше все перепроверить. Держись настороже, пока я не прикажу прекратить. Да, Ваше Величество. Когда-то я думал, что не поведу ей бровью, если она умрет или исчезнет. Ваше Величество. Если собрался читать мне нотации, убирайся. Я сегодня не в настроении тебя терпеть. Долгих лет жизни и процветания Обелийской империи. С ненавистью, пожирающей мое сердце, я постоянно подыскивал момент. Мне нужно ее убить. Нужно сделать это сегодня. Сегодня. Но прошла пара дней, а потом еще пара. Дрянная девка. Раз решила умереть, нужно было просто взять и сделать это. А ты оставила после себя свою копию.
Доброе утро, папочка! Я почти забыл тебя. Я почти от тебя избавился. Причина ее гибели. Мне никогда не подавить в себе эту ненависть. Никогда. До самой смерти. Ваше Величество, держите себя в руках! С помощью этого зверя можно скорее стабилизировать ману принцессы. Спаси ее любой ценой. Умрет она, и умрешь и ты. Каждый раз, когда я вижу это лицо, во мне пробуждается желание убивать. И все же, я хочу побыть с тобой еще немного. Нет, я хочу убить тебя прямо сейчас. Но еще немного. Атанасия. Я больше так не могу. Ненавижу. Я тебя ненавижу. Я... Ну, папочка, Ати хочет пойти сама. Так быстрее. Разве смысл прогулки не в том, чтобы просто неторопливо ходить? Его Величество прав. Принцесса, вам пока не стоит перенапрягаться. Я проспала целых 48 дней, и теперь заново учусь ходить. Недавно я упала из-за того, что мои мышцы совсем ослабли. Такая хорошая погода, мы можем пройтись до заднего сада. И вы продолжите меня нести на руках? Ваше Величество, может, мне понести принцессу? 5 шагов назад. Что такое? Ой! Кажется, папины волосы зацепились за заколку Атия. Тогда прекрати баловаться и сними ее. Давайте я вам помогу, принцесса. 5 шагов. Сними ее до того, как мы закончим прогулку. Все. Ось. Ты выдрала мне волосы, да? Да нет. Папочка прекрасен, как и всегда. А? Хочешь за ручки подержаться, что ли? Не это. Теперь ты хотя бы выглядишь сносно. Не болтайся туда-сюда. Шагай нормально. Я совершенно не понимаю Клода в последнее время. Да, я недавно чуть не умерла. Но это немного... как бы... Когда этот дворец превратился в свинарник. Принцесса переезжает в Изумрудный дворец. Изумрудный дворец. Поколениями в Изумрудном дворце проживали принцессы. И именно этот дворец Клод подарил Дженит в прекрасной принцессе. А Теннессия же, разумеется, прожила всю свою жизнь в Рубиновом дворце. И этот дворец мне? Неужели Клод окончательно съехал крышей? А потом он что, заберет его у меня и передарит Дженит, когда она появится? Это даже для него будет слишком уж низко. Думаю, так будет лучше. Вы согласны, принцесса? Угу. Так и знал. Не понимаю, к чему это лишняя трата времени. А, ты что-то спросил?
Но я искренне считаю, что принцессе будет лучше завести друзей ее возраста. Серьезно? Опять эти разговоры о дружках? Катя не хочет дружить с ребенком мистера Снежка. Да, я это знаю. О? А ты не о нем, что ли? Я вчера встретил сэра Роджера. Он сообщил, что собирается вскоре отправить своего сына в Орланту. Отлично. Может, теперь он перестанет лаять о нем. Сын мистера Снежка уедет играть в Орланту? Не совсем. Судя по всему, он едет туда учиться. Мне было интересно, когда же в книге и Джекил поехал учиться в Орланту. Значит, сейчас. С этого дня я буду вашим компаньоном, принцесса Атанасия. Жду не дождусь, ваше высочество. Я посоветовал юного чародея в качестве вашего компаньона. Однажды вы говорили, что предпочтете дружить с ним, нежели с сыном сэра Роджера. Так это должно быть мне другом-сверстником, по-твоему? Ати, не нужны новые друзья. Ати хорошо с Феликсом. Спасибо, принцесса. Я очень рад этому. Но думаю, вам будет лучше завести друзей своего возраста. Хотя я и считаю, что дружба, цветущая, невзирая на большую разницу в возрасте, прекрасна. Однако некоторые вещи вы сможете испытать, только дружа с ровесником. Да вас обвели вокруг пальца, ребят. Он даже близко мне не ровесник. А что папочка скажет? Разойдись, я сама пойду пожалуюсь. Вас швырнули сегодня невероятно миленький, принцесса. Чего? Когда он до него добрался? Такой маленький, что мне даже не хватило бы его на один зубок. Какой же он прелестный. За что мне все это? Пожалуй, я немного позлоупотребляю твоим гостеприимством. Проведя несколько дней во дворце, я понял, что здесь довольно комфортно. К жизни в роскоши очень легко привыкнуть. Дядь, тебе хоть сколько лет-то на самом деле? Лучше воспринимай меня ровесником. Я в любом случае теперь буду расти в твоем темпе. Раз собрался быть мне другом, расскажи о себе сначала. Ты знаешь мое имя и возраст. Что еще тебе нужно знать? Все остальное, что могло бы еще хоть немного меня характеризовать, давно исчезло. Что у вас принято о себе рассказывать, когда вы заводите друзей? Э, Как друзья представляются друг другу? Э, а Этернитас стал сильнейшим магом-императором истории? Этот-то дурак? Если бы я знала, что именно с тобой мне придется застрять, я бы лучше выбрала сына мистера Снежка. Ну, раз так хочешь, то и будь ему подружкой. Ой, Ай, просто... ангел. Ты же не Иджекил, нет же? Ангел. Да сам ты ангел. Как ты вообще таким красивым уродился? Не ангел. Тогда почему ты упала с... И Джекил? И Джекил, так вот ты где. Папа, что ты здесь забыл? Я искал Дженнет. Слава тебе, Господи.
Понятно. Снова расстроилась из-за пустяка и выбежала из поместья. Лукас, ты совсем сбрендил! Ты забросил меня в логово альфиосов! Я же говорил тебе не потакать всем ее капризам. Она тоже наше сокровище, но ты куда ценнее. Ты и сам должен это знать. Да, знаю. Разве можно так говорить 10-летнему ребенку? Но я еще немного поищу ее. Я скоро уезжаю, поэтому хочу помириться с ней до отъезда. Ясно. Раз считаешь это правильным, пусть так. Вы еще там? Простите, что растерялся и не смог поймать вас подобающе. Вы не ушиблись, Милли? Ангел не может пораниться из-за таких пустяков. Ангел? Ну не скажу же я тебе, что я принцесса. А как мне еще объяснить то, что я упала на вашу территорию с неба? Да, ангел, поэтому ближе не подходи. Надеюсь, он не разглядел мои глаза. Ясно, ангел. Ну, конечно, он в это не поверил. Ну да, что непонятного? Ты же сам назвал меня ангелом. Ну, Вы правы. ага, как мило. Так ему правда 10. Глоток свежего воздуха после продолжительного общества этих стариков. Раз вы не желаете, чтобы я подходил, я останусь здесь. Как вы здесь оказались, госпожа Ангел? Госпожа Ангел, госпожа Ангел, это секрет. Понятно. С ума сойти просто. Разве ты не пойдешь ее искать? М? Та девочка, Дженит. Ты ведь ее искал недавно вроде. Значит, вы все слышали? Если честно, я не уверен в том, что нужно ее искать. Скорее всего, она где-то плачет одна. Я скоро уезжаю. Похоже, ее это расстроило. Видимо, ты ей очень дорог. Кто она? Это Дженит. Любопытно. Та, кого я должен защищать. Тогда разве тебе не следует пойти утешить ее прямо сейчас? Что это за интонация была? Я не очень уверен. Как лучше можно утешить плачущую девочку? И Джекил из книги всегда знал, что делать. В любой ситуации, как и следует главному герою. Похоже, в детстве он был немного другим. Как же мне хочется подразнить его. Госпожа Ангел, а как лучше утешить человека, который плачет? Не имею понятия. Должно быть слишком трудный вопрос. Я сама просто вообще не плачу, уже не в том возрасте. Правда? Что? Почему ты смеешься? Прошу меня простить, просто госпожа Ангел очень милая. Это не то, что мне хотелось бы услышать от 10-летнего мальчишки. Чем я вообще тут занимаюсь? Черт бы тебя побрал, Лукас! Ну, как прогулочка? Видимо, тебе там было весело, раз ты так долго меня не звала. Ты узнала, как нужно представляться друзьям? Ай! Ой. Чего? Ух ты! Ты первая, кто решился поднять на меня руку. Но за что? Ты говорила, что хочешь подружиться с младшеньким Снежком. Я только исполнил твое желание. Ты что, за дуру меня держишь? Ладно, ладно, прости, успокойся. Пообещай мне прямо сейчас, что больше ты такого проворачивать не будешь. Ладно. Ты ведь знаешь, что я невероятно сильный маг? Если захочу, сотру всю Абелию в пыль.
Ну и что? И ты все равно меня ударила. Точно, я совсем забыла, я ведь даже не попрощалась с Иджекилом. Как необычно. Меня никто никогда не бил прежде. Даже родители. Собираешься стать ученым? А что, учиться можно только для этого? Мне нравится, когда люди хвалят меня за успехи, поэтому я стараюсь больше учиться. А, так ты собираешься стать королевой? Я просто хочу пережить свое 18-летие. Не неси чепуху. И вообще уйди, ты мне мешаешь. И иди почитай там в своей книге по истории. У меня тут куча домашнего задания. Они неинтересны. Все, что в них написано, сплошное вранье. Особенно они переврали историю колдуна башни. Полная ерунда. Колдуна? И что там не так? Если начну указывать ошибки, никогда не закончу. Но поверить не могу, что они описали избавление от коррупционеров прошлого Абелийского королевства в таком светлом ключе. Их просто однажды прижучили за то, что они были невыносимо тупы. Еще и та часть, где они пишут, что колдун башни был так восхищен Аэтернитасом, что стал ему помощником преданным настолько, что исчез после его смерти, не выдержав горя. Какая же чушь! И затем они еще пишут, что колдун башни из-за какого-то несчастного случая оказался изуродованным и потому жил скрытно. Но колдун башни всегда был самым прекрасным существом в мире. Почему это тебя так задело? Конечно, я всегда восхищалась колдуном башни, поэтому надеюсь, все, что тут говоришь, правда. Кстати, я раньше как-то не замечала у него этой привлекательной родинки под глазом. В любом случае, что этот псих, что и Джекил. Как мальчики могут быть такими хорошенькими? Здравствуйте, мистер Снежок. Как поживаете, принцесса? Теперь я вижу явные сходства у них с Джекилом. Рад вас видеть в добром здравии. Я был очень обеспокоен, когда услышал, что принцесса Сокровища Обилии тяжело заболела. Также слышал о молодом маге, что спас вас, и что теперь он стал вам компаньоном. Ха, видимо, его сильно уязвило то, что место, на которое он проталкивал сына, оказалось занято. Да, Ати еще не так хорошо знает Орландский, чтобы быть настоящим другом детям мистера Снежка. Мой сын скоро уезжает в Орландо учиться, дабы обучиться большему и расширить свой кругозор. Он свободно говорит по-орландски, разумеется. Если вы позволите, он мог бы помочь вам в изучении языка перед от... Ух ты, восхитительно! Тогда Ати тоже будет старательно учиться к возвращению вашего сына. Нет же, я бы мог попросить сына Может, Ати станет даже умнее. Передайте вашему сыну, что он тоже должен изо всех сил стараться там. Пока-пока, мистер Снежок. Как ваш друг, я тоже должен потрудиться в учебе, принцесса. Приложу все силы. Но я люблю Феликса таким, какой он есть. У тебя получится отправить меня в то же место, что и в прошлый раз? Какое место? В имении мистера Снежка? Когда? Сейчас? Что, правда отправишь? Ну, ты же попросила или ты решила пошутить? Нет, совсем нет. С чего вдруг такая услужливость? Неужели тут удар ему мозги вправил?
А, и еще кое-что. Ай! Хе-хе-хе. Где это я? Почему здесь так тесно? Лукас, козел! И зачем надо так все усложнять, когда в этом нет ни грамма смысла? Ай! Вы... Что вы здесь делаете? Я оказалась в камине? Лукас, подлюка! Авчи! О, сразу видно старшего братика. Дело рук опытной няньки. Красные глаза. И еще кое-что, можешь изменить цвет моих глаз? Для меня нет ничего невозможного. Буду благодарна, если перестанешь так пристально на меня смотреть. Прошу прощения. Как вы сюда? Он выглядит растерянным. Ну, знаешь, в прошлый раз я так неожиданно исчезла. Да, я волновался. Я тогда мог только предполагать, но... Похоже, вы правда благополучно добрались домой. Я рад. Прелесть. Я рада, что решила вернуться. Да, я вернулась из-за того, что не успела тогда попрощаться. Так значит, вы вернулись из-за этого? Выходит, вы сегодня пришли специально ко мне? Ну, да. Только посмотрите на него. Мой мир расцветает. Что ты тут делал? Я читал искажение пространства-времени в соответствии с частичными дифференциальными уравнениями, их логические ошибки, критика и переосмысление специальной теории относительности по Гейлу Шиллеру. Это что сейчас было? Название книги, что ли? И явно не уровень начальной школы. Что-то такое. Как хорошо ты знаешь социологию. Знаешь, кто такой Билл Ройтс? А теорию рецидива Джозефа Лотуса? Вы уже знаете, кто такой Билл Ройтс и Джозеф Лотос? Поразительно. Я совсем недавно изучал представление о реализме Харпера Коэля. Скажи что-нибудь по-орландски. А? Давай. Почему вдруг такая просьба? Мне совершенно ничего не идет в голову. Значит, вы уже понимаете орланд? Объясни представление о реализме по-орландски. Харпер Коэль впервые представил свою теорию в 231 году. Эта теория представляет собой трактование о подсознательном восприятии внутренних и внешних объектов. Как хорошо ты знаешь сайкансийский язык. И сказал Господь: пусть рождены из крови моей, но не избежать никому дня суда страшного. Но затем вернусь я к ним и спасу я их. Потому до дня судного пусть вознесут те мне чашу крови за всех их. Боже, вы уже выучили текст Сайкансинской Библии до 12 главы, стиха 41. Мне говорили, что обычно его выучивают только к 15 годам. Вы невероятны. Ты еще и номер главы и стиха знаешь? Даже я этого не вспомнила бы. Я просто произнесла первые вспомнившиеся строки из Библии без задней мысли. Он уже читал труды Харпера Коэля, за которые я еще и не бралась. Он даже не совершил ошибки в словах с нестандартной формулировкой в орландском. Это считается самым сложным. Просто не верится. Настоящий главный герой. Братик! Дженит? Сестра, это ты? Братик, можно войти? Секундочку, я сейчас выйду. Ну ничего страшного. У меня уже в любом случае другой цвет глаз. Подожди немного. Что такое?
Почитаешь мне книжку? Книжку? Да, давай закончим ту книгу, что ты читал мне в прошлый раз. Мы закончили ее 2 дня назад, ты не помнишь? Тогда помоги мне заплести Алису. Алиса сейчас, скорее всего, сушится. Ты положил ее в корзину для стирки вместе с Эми этим утром. Тогда пойдем вместе в зимний сад. Эн сказала, что сегодня распустились белые розы. Дженит. А, Она просто хочет побыть со своим братиком. Это как-то трогательно. Дядюшка тоже уехал. Разве не можешь сходить со мной и полюбоваться розами? Ну, пожалуйста. Иди. Что такое? В комнате что-то не так? Нет, я просто проверил, не открыто ли окно. Хорошо, пойдем в зимний сад. Правда? Даже голос у нее хорошенький. Я скоро. Пожалуйста, дождитесь. Дождаться? Откуда мне знать, насколько ты там задержишься? Я лучше пойду. Это девчонка Химера? Ты меня напугал! О! Ай, мои ушки. Чего? Что ты здесь забыл? В смысле, что забыл? Просто хотела посмотреть, с кем ты тут. Так сильно хотела подружиться. А потом просто поинтересовался, не Химера ли эта девочка. Они сказали, что направляются в зимний сад, так? Мы тогда тоже пойдем. Это еще зачем? Я собиралась уже домой. Не переживай, нас не заметят. Давай уже просто вернемся. Можешь не бояться, они нас не видят. И кто эта девочка? У тебя есть сестра? О, это же Дженнит. Она прелесть. Просто куколка. Как странно. Как ни взгляну, судя по волнам ее маны, она не чистокровный потомок императорской крови. В ней есть что-то еще. Что-то еще? Ты о ней знала? Что? Что? У нее такие же глаза, но удивленной ты совсем не выглядишь. Э, правда? Тогда тебе не обязательно ехать. Я попрошу их за тебя. Дядюшка с тетушкой все поймут, если я попрошу. Джинет, Тебе же просто нужно им сказать, что ты тоже совсем не хочешь уезжать, да? вот поэтому детей баловать и нельзя. Мне придется поехать. Ты ничего не изменишь. Почему? Почему ты уезжаешь? Раньше ты мне никогда не отказывал. Я уезжаю не навсегда. К тому же я буду навещать тебя время от времени. Если ты будешь мне писать, я обязательно отвечу на все письма. Не плачь так, словно ты больше никогда меня не увидишь. Боже мой, какая драма. Поэтому я тебе и говорила, что нам лучше уйти. Тс. Да что такое с этой девчонкой? Похоже на химеру, но не химера. Но на химеру все равно похоже. Химера звучит грубовато. Дженнит — главная героиня книги «Прекрасная принцесса». На самом деле создана ее матерью Пенелопой Джудит. Дайте-ка подумать. Если быть точнее, она родила Дженнит, но сама беременность была искусственна.
Изначально Пенелопа была невесткой Клода. Отец, пожалуйста, отмени объявление помолвки. Но Клод, не являющийся прямым наследником на престол, ее не устраивал. Поэтому она соблазнила кронпринца Анастасиуса. Анастасиуса. Всегда неимоверно раздражал одаренный младший брат. Поэтому он принял Пенелопу с распростертыми объятиями. У Клода было несчастное детство. Даже его имя означает «хромой». Так что объяснение тут излишне. Клод, я всегда буду с тобой. И вот так Клод окончательно отрекся от своей семьи. Позднее Анастасиус стал императором. Убил мать Клода и попытался убить самого Клода темной магией. Но незадолго до смерти Анастасиус использовал Пенелопу в одном эксперименте. Она забеременела ребенком порождением темной магии. Мана Клода была сильнее маны Анастасиуса, из-за чего последний опасался брата. Поэтому он решил создать ребенка с магией, что превосходило бы даже магию Клода. Для Пенелопы же это дитя было мой шанс на беззаботную жизнь. Это дитя. Но она умерла, родив совершенно обычного ребенка. Обычного, за исключением его топазовых глаз. Вот так Дженнита и появилась на свет. Фу. Как Дженни даже не была Клоду дочерью. Но об истории рождения Дженнит не знал никто, кроме ее родителей. Поэтому все правда думали, что она дочь Клода. В общем говоря, всех крупно надули. Ой, ужасно. Драмы в наше время так популярны. После всего, что случилось, Клод потерял всякую веру в людей, начав вести разгульный образ жизни. Но затем он встретил Диану. И Атанасия появилась на свет. Я думала, Клод любил Пенелопу больше всего на свете. В книге он принимает Дженнит, даже зная, что она ему не дочь. И он все еще хранит портрет Пенелопы. Но тогда почему в том сне... Ну что за человек? Какое плохое зло ему тогда сделала Атанасия в оригинальной истории? Перестань об этом думать. Прочь эти мысли, прочь! Что за истерики? Какие истерики? Я тебе не ребенок. Ну да, ты не ребенок. В смысле не ребенок? Мне только 7, я еще кроха. Да кто спорит, что тебе 7? Физически это так. Но вот мозгом ты старше. О чем ты говоришь? Он что, все понял? Но если подумать, он сразу понял, кто такая Дженнит. Ни о чем таком. Просто ты скороспелка, как Снежок младшенький. Что? Что это за многозначительный взгляд? Папочка! Папочка, я соскучилась. Не носись тут, как дикая зверушка. Упадешь ведь.
Папа, папа, понеси меня. Принцесса ведет себя прямо как ее врануля. Согласен. Я должна укрепить свое положение во дворце. Айти такая же милая, как врануля? Я считаю, что вы милейшее создание на всем свете. Но не стоит совсем уж так. Что за чушь? Вы очаровательны и прекрасны. Ни одна девочка в мире не сравнится с вами, принцесса. Прекрати говорить о колесицу и отойди от нас на 10 шагов. Этот молодой маг тебя устраивает в качестве друга? Он это про Лукаса? Если он не нравится тебе, можно подыскать кого-нибудь еще. Представления не имею, зачем тебе вообще нужны друзья. Но Феликс настаивает на этом. Поэтому только скажи. И я найду тебе друга получше. Что такое? Не-не-не, ничего. Просто хотелось убедиться, что передо мной настоящий Клод. Отпусти. Как прикажете. Ати нравится Феликс и мальчик-колдун. И я люблю их еще больше от того, что их выбрал мне папочка. Буду неустанно его очаровывать. Пусть так, раз ты счастлива. Через пару дней мне сказали, что и Джекил уехал в Орланту. Он просил меня дождаться. Хватит. Что сейчас важнее, так что этот 10-летний пацан опережает меня в учебе. Не пойдет. Я должна учиться, учиться и еще раз учиться. Что, опять учиться? Да хватит уже. И вот так пролетели несколько лет. Моя дочь, говорите? Интересно. Выслушаю детали в зале для аудиенции. Выпрями спину. Кто бы что ни говорил, но сегодня ваш день, принцесса Дженнет. Принцесса? Позвольте вашу руку, миледи. Новая принцесса. Как интересно. Поглядите, как она побледнела. Оставьте это несчастное создание. Но ей явно ничего хорошего теперь не светит. Император даже не сопроводил принцессу Атанасию. А ведь сегодня ее дебют. Сердце Дженниты обливалось кровью за сестру от другой матери, что осталась стоять там в одиночестве. Но она ничем не могла ей помочь. Она прошла по красному ковру, туда, куда ей было предназначено пройти. Прекрасная принцесса. Глава 2. Лучшая дебютантка. И поворот. И
Реверанс. Ни одной ошибки в вашем танце, принцесса. Вы образец для подражания. Просто невозможно быть такой легкой и изящной. Все потому, что в моих венах течет кровь прекрасной феи. Гены и все такое, знаете. Ну, хоть где-то кровь танцовщицы вам пригождается, принцесса. Я просто следовала вашим инструкциям, мадам. Опять? Она вечно указывает мне на то, что моя мать простолюдинка. Будто это проклятие какое. Тс. Вы постоянно мою мать так обсуждаете, что ли? Папочка! Я так по тебе сегодня соскучилась! Я же говорил тебе не бегать. Мне теперь очень нравятся уроки танцев. И каждый раз, когда я танцую, учитель говорит, что я похожа на... маму. Ух. На феечку. Не слушай ее, мадам. Помпидо известна тем, что вечно несет чепуху. Что ты тут назвал чепухой? То, что я похожа на фею? Скоро твой день рождения. Мой день рождения и день смерти моей матери. На мой 7-й день рождения Клод впервые спросил меня: «Хочешь что-нибудь?» Хочу вернуть тех горничных, которые давали мне шоколад. Принцесса! Я не думала, что принцесса нас запомнила. В моей жизни я была сиротой. А здесь ни Феликс, ни Лили не могли позволить себе устроить мне праздник. Поэтому и тут я до 7-летнего возраста нормального дня рождения не имела. Ва! Настоящий подарок от Клода. На мой 9-й день рождения я начала целовать его в щеку. Мне он мешается, поэтому держи. Папочка! Надо было видеть его лицо тогда. Трагедия от Анастасии из книги началась, когда она впервые встретилась с Клодом на свой 9-й день рождения. Но вот мне уже и 9. Ура! Если тебе чего-то хочется, скажи, как в прошлый раз. Или я могу что-то для тебя сделать. Ничего конкретного мне не хочется. Мне понравится что угодно, если это будет от папочки. Ничего конкретного? Ничего. Что это с ним? Если честно, я просто хочу провести этот день с тобой, папочка. Дай, давай. Чего? Его Величество уже спрашивало у вас о подарке на ваш день рождения. Что вы пожелали? Просто сказала, что мне понравится любой его подарок. Ну, разве вам совсем ничего особенного не хочется? У меня уже столько драгоценностей, что мне некуда их девать. Целая куча ключей от сокровищниц. У меня даже есть личная библиотека. Розовый сад. Платья, украшения. Я правда не знаю, почему это стало такой проблемой. Принцесса, близится ваш дебют. Если позволите, могу я поинтересоваться? Вы уже размышляли о своем первом танце там? Первый танец на дебюте. Обычно дворяне танцуют первый танец с партнером, выбранным им семьей. Или близким родственником противоположного пола, вроде брата или кузена, лишь бы не был женат. А я разве не могу просто потанцевать с Феликсом? Со мной первый танец принцессы?
Из герцогского рода, королевский рыцарь, холост, красив. Ну, если так не хочешь... Это было бы честью для меня, разумеется. Разве это было бы не классно, особенно если учесть, что у настоящей Атанасии были серьезные проблемы с поиском партнера? Но как я могу, то есть, но должен быть партнер куда лучше меня. Разве нет? Он настолько сильно не хочет. Ну и ладно. Есть еще несколько месяцев, чтобы решить. Хорошенько подумайте, ваше высочество. Ты глупая. Очевидно же, что твой отец хочет быть твоим партнером по балу. Мне кажется, ты сам не понял, что сказал. Никто же не танцует на дебюте с отцами. Редко, но танцуют. Но я слышала, что этого стараются избегать, потому что со стороны это выглядит нелепо. Очень подходит тебе и твоему отцу. Твой отец ведь большой любитель таких нелепец. Если они касаются тебя, нет? Толку от твоей зубрежки, если в мозгах ты не прибавляешь. Серьезно, что ли? Дошло, наконец. Твой отец любит тебя сильнее, чем ты думаешь. Станцевать первый танец на дебюте с Клодом? Папа, скоро мой день рождения, а еще мой дебют тоже не за горами. Поэтому я поразмышляла над тем, кто мог бы составить мне пару для первого танца. И поскольку это очень важный день, я бы хотела попросить об этом кого-то очень близкого. Так держать, принцесса! Мне бы хотелось, чтобы это был Феликс. Что? Что скажешь, папочка? Феликс. Недурной выбор. Да? Раз тебе так хочется. На самом деле я попросила Феликса еще вчера, и он сказал, что с радостью будет мне партнером, если не найдется никого лучше. Принцесса. Ваше Величество, простите, но я... Как все чудесно совпало. Феликс тоже упомянул твой дебют несколькими днями ранее. Конечно же, вы должны быть ее партнером в первом танце. Сказал, что это очень важное событие, и партнер должен быть подобран с особенной тщательностью. Поэтому он, должно быть, непомерно счастлив такой чести. Ваше Величество! Что такое, Феликс? Выглядишь не очень довольным. Разумеется, для меня это честь, достойная того, чтобы они рассказывали поколениями в моей то есть, Ваше Величество, это какое-то недоразумение. Твой отец любит тебя сильнее, чем ты думаешь. То есть, я осознавала, что нравлюсь ему в какой-то степени, но... Что это за звук? Это... Это же звук еще одной открывшейся сокровищницы. Потанцуй со мной. Нет. Кажется, я все же буду танцевать с папой на дебюте. Хотя я продолжаю притворяться, что и не планирую. Но у нас большая разница в росте, понимаешь? Он вот такой. На мне будут каблуки. Представь, что будет, если я ему на ногу наступлю. Так ты хочешь, чтобы я сменил свою текущую форму на взрослую, чтобы ты попрактиковалась? Ага. В прошлом ты, кажется, был примерно того же роста, что папа, нет? Ну, а даже если нет, ты же можешь в магии прибавить себе пару сантиметриков, да? Чего? С чего бы мне?
Дорогой Лукас, могущественнейший, прекраснейший колдун во вселенной. Ну, пожалуйста. Я слишком занят. Лучше поиграй вот с этим. Что это такое? Ты же все равно просто валяешься тут целыми днями. Чем ты так занят-то? Я дышу. Можешь ему хоть лицо создать? Решила развлечься мытьем пола? Да что это вообще такое? Она слишком шаткая. У него даже суставов нет. Оно не может меня поддержать при падении. Да ты взгляни. Плоский, странный призрак какой-то. Как жестоко. Ты ранишь его чувства. Это не кукла? Оно понимает мою речь? Нет. Ты не можешь разве создать куклу, больше походящую на человека? Я могу все. Тогда сделай мне такую, и чтобы это был красавчик. Не, Почему? не знаю, мне просто как-то противно, поэтому не буду. Лучше бы ты с Феликсом танцевала. Ты иногда бываешь слишком жестоким. Хочешь, чтобы он откинулся от стресса? Устала. Кстати, слышала, что и Джекил вернулся. И Джекил Альфиос? Он вернулся после того, как экстерном выпустился из Орландской академии. Такой умный. 6 лет прошло. И интересно, он сильно изменился? Вспоминаю нашу последнюю встречу, и мне до сих пор так неловко. Ну и я, знаете ли, без дела не сидела. Тебе интересен сынишка мистера Снежка? Даже не думай. Ты хоть представляешь, как больно мне было вспоминать тот раз на протяжении 6 лет? Мое темное прошлое. Жутко даже пытаться сосчитать, сколько часов я потратила на учебу в эти годы. Раз тебе так интересно, почему бы самой все не увидеть? А? Могла бы просто сказать. Такой пустяк. Мне все равно было скучно. Так что хорошо тебе повеселиться, подруженька. Ты чертов паразит! Не поранились? Вы не перестаете меня удивлять. Я так по вам скучал, мой ангел. И Джекил? Куда подевался тут малыш? Отпусти меня! Даже шелохнуться не могу. Как вам будет угодно, миледи. С вами все в порядке, миледи? Да, все нормально. Почему он разговаривает так формально? Я знаю, что это очевидно, но все же. Вы очень сильно выросли с момента нашей последней встречи. В сравнении с тобой не так уж сильно я выросла. Но я все равно сразу же смог узнать вас, даже спустя 6 лет. Да ты определенно главный герой. Что же теперь делать-то? Не могу же я снова скормить ему эту чепуху про то, что я ангел. Он уже слишком взрослый для таких сказок. И где этот чертов Лукас? Возможно, вы не помните меня? Нет-нет, конечно, я помню. Правда? Чему ты так рад? В прошлый раз вы же никому не сказали о том, что я была здесь, сэр?
Можете говорить со мной неформально, если вам так будет удобнее. Я никому не говорил. Ладно, но и в этот раз не говори никому. Разумеется, я не собирался. И Джекил, ты здесь? Дженит? Прошу простить мне мою вольность. А? Давайте уйдем туда, где потише. Но почему ты не мог просто пойти к Дженит? Думаю, лучше оставить меня здесь и вернуться. Тогда я смогу вернуться домой. Но тогда вы снова испаритесь, не сказав ни слова. Ой. Что же делать? Если не пойдем сейчас, мы ведь опоздаем. И Джекил! Думаю, тебе все же стоит вернуться. Тс. Я прихожу сюда, когда хочу побыть один. Мой тайный сад, так сказать. А меня зачем ты сюда привел тогда? Я просто подумал, что вам может понравиться это место. Наверное, будучи принцессой, я начинаю становиться самовлюбленной. Но его слова прозвучали так, словно он специально меня сюда привел. Я был так шокирован вашим внезапным появлением прямо передо мной. А я-то как была шокирована. Это все из-за Лукаса. Он хорошо вел себя после того, как я стукнула его в тот раз. Так почему он сегодня это сделал? Конечно, я был бы счастлив, если бы вы и сегодня пришли именно ко мне. Но, похоже, это не так. Я не могу знать всей истории, но я продолжу держать наши встречи в тайне, если вы того желаете. Поэтому... Похоже, у девушки, которая тебя искала, было к тебе какое-то дело. Разве и тебе не нужно идти к ней? Ничего страшного. Мое присутствие ей не обязательно. Плохо дело. Вероятно, мы скоро встретимся на дебюте. Не представляю, как мне тогда себя вести. Честно говоря, до самого своего отъезда в Орланту я каждый день приходил в то место, где встретил вас впервые. И приходил после, когда приезжал в Абелию каждые полгода. Вплоть до этого самого дня. Почему? Хотел бы я знать. Наши встречи — лишь мгновение. Почему же? Но ничего. В следующий раз я... А? Эй, ты не имеешь права кидать меня туда-сюда, как только тебе вздумается. Ну или предупреждай хотя бы. Кажется, я взбешен. А? Наверное, по крайней мере, выглядишь таким. Да, мне явно что-то вывело из себя. Эй, это мне тут беситься надо, так почему ты... Почему же мне настолько паршиво? Чего это с ним? Съел что-то не то? Лили, я красивая? Конечно. Во всем свете нет создания прекраснее вас, принцесса. Ну, Атанасия пошла в Диану, поэтому она, разумеется, красива. Позвольте, я расчешу ваши волосы перед сном. Так что неудивительно, что и Джекил мне симпатизирует. Сначала я подумала, что я просто слишком мнительная.
Но других объяснений его поведению я не могу найти. Интересно, насколько сильно история изменилась из-за того, что Лукас отправил меня и Джекила 6 лет назад. Ничего смертельного не будет от того, что сюжет пошел в другое русло. Очень миленькая девочка упала с неба ему прямо в руки. Наверное, для маленького Джекила это было чем-то вроде первой любви. Вполне возможно. Угу. Принцесса, не шевелитесь, иначе волосы запутаются. Но Дженнит все равно остается главной героиней, поэтому у Джекила не должно быть ко мне таких уж сильных чувств. Не думаю, что хорошие отношения с главным героем могут мне навредить как-то. Ладно, после дебюта буду думать об этом. Лили, Лукас и сегодня не появлялся во дворце? Нет, скорее всего, он занят своими обязанностями при дворного мага. Если бы. Будет он заниматься своими обязанностями. Конечно, конечно. Он и магом придворным стал со скуки. Юный колдун очень впечатляет. Столь юный и столь талантлив. Уверена, что такая слава ему льстит. Но он такой странный. С самой нашей первой встречи странный. Я до сих пор не знаю даже, как он тогда очутился во дворце. И не знаю, что он проделал такого. Но все уверены, что мы с ним одногодки. Не указывай мне, что делать. Единственный возможный побочный эффект — небольшая дезориентация. Так в чем проблема? Да ты псих. Но, разумеется, даже юному магу не сравнится с нашей принцессой. Вы ведь уже закончили изучать все 6 томов философии. Лили, я спать хочу. Боже, и правда, уже так поздно. Лили иногда такая мамочка. Меня смущает, когда мне говорят такие вещи. Я не гений. Просто взрослый человек, запертый в теле ребенка. Папочка, папочка! Я так переживаю о своем скором дебюте. Что, если я переволнуюсь и ошибусь в чем-нибудь? Ничего страшного. Я очень стараюсь на уроках танцев, но все равно нервничаю. О чем тебе нервничать? Если ты ошибешься, это будет виной одного Феликса. Значит, что он не доглядел за тобой. Но кто-нибудь может плохо обо мне отозваться. И это станет последним, что этот кто-нибудь сделает в своей жизни. Жутко, но я тронута. Не забивай себе голову лишними тревогами. Просто станцуй один танец для соблюдения формальностей и сразу уходи. Папочка, если честно, я надеялась, что ты будешь сопровождать меня на дебюте. И танцевать первый танец я хотела бы с тобой. И еще мне хотелось бы, чтобы ты первым поздравил меня с 14-летием. Убью всех зайцев одним выстрелом. Но тебе ведь не нравятся такие нелепицы, да? Поэтому мне пришлось попросить Феликса, но я все равно очень хочу, чтобы это был именно ты. Дебют ведь бывает только раз в жизни. Но я слишком многого хочу. Уверена, что Феликс прекрасно справится с ролью сопровождающего. Я сделаю все, чтобы ты мной гордился. Ну, раз ты так сильно этого хочешь. Ничего, не поделаешь. Правда?
Но я думала, что ты терпеть не можешь шумные места и танцы. Один танец я как-нибудь переживу. Мне говорили, что девочки сейчас не берут в сопровождение отцов. Люди могут осудить. Забудь об этой ерунде. Никто не рискнет тебя осуждать, если им жизнь дорога. Так ты правда пойдешь со мной на мой дебют? Ты же этого так сильно хочешь. У меня нет выбора. Ненавижу шумные увеселения, но... Папочка! Правда? Точно? Ты правда станцуешь со мной? И сопровождать меня будешь? Я так рада! Ты же не передумаешь? Обещаешь? Да? Обещаешь? Обещаю. Принцесса, спасибо! Не за что. Боже, даже не представляю, через что тебе пришлось пройти. Спасибо, Господи! Долгих лет жизни и процветания Абелийской империи. Сэр Роджер, давно вас не было видно. Вы прекрасны, как и всегда, принцесса Атанасия. Я, должна быть, был благословлен небесами, раз удостоился чести лицезреть вас лишь за то, что приехал для аудиенции с его величеством пораньше. Я тоже очень рада нашей встрече, милорд. Кругом обман. Принцесса, а ведь скоро ваш дебют. Вы уже выбрали себе сопровождающего? Чось? Что он задумал? У нашей Дженни тут есть и Джекил. А тебе такой потрясный партнер и не снился. Типа того? У Туанасии в оригинальной истории так и не было нормального сопровождения. Разумеется, выбрала. Я пойду с отцом. С его величеством? Да. Разве мог кто-то еще лучше подойти на эту роль? Так, его величество согласился? Какая неожиданность. Пусть я и знал об этом, но его величество очень дорожит вашим высочеством. Этот чувак точно что-то мутит опять. Улыбаемся. Какая жалость. Я надеялся на то, что вы примите моего сына в качестве партнера, если бы вы еще не определились с выбором. Вашего сына? Да, не знаю, слышали ли вы, но мой сын совсем недавно закончил академию и вернулся в Абелию. Да что ты, черт подери, такое несешь? Подождите-ка, разве на балу и Джекил не должен быть партнером Дженнит? Ваш сын хотел оказать мне такую честь? Разумеется. Мой сын был бы польщен, если бы вы приняли мое предложение. Значит, это не просьба Джекила. Он все еще надеется сделать меня своей подстраховкой. Я так часто слышу о нем от вас, что уже крайне заинтересована им. Надеюсь, что встречу его на дебюте наконец. Да, конечно. Тогда мы обязательно подойдем представиться. О, старый плут. Похоже, мы в очередной раз упустили возможность познакомиться с его сыном. Похоже на то. Хотя мы с ним уже и знакомы, вроде того. Но ничего. В следующий раз я... А? Это же юный колдун. Лукас!
Ты кажешься очень занятым в последнее время. Я тебя почти не вижу. Что это с ним? Мы не виделись довольно долго, а он уже чем-то недоволен. Тс. Секунду. Ты ведь уже не ребенок. Так еще и разгуливаешь вот с этим на себе. Мне вдруг стало как-то легче, а? У меня много дел, но я постараюсь навещать вас иногда. Раз ее высочество так сильно по мне скучает. Снова твои шуточки. Совсем и не скучаю. Нам уже пора, принцесса. С днем рождения, принцесса! Поздравляем! Нашей маленькой принцессе уже 14. О, я так взволнована. Пожалуйста, откройте их. Мне так все нравится. Принцесса, вы самая большая радость в моей жизни. В следующем году я обязательно подарю вам что-нибудь прелестнее. Мы надеемся, сейчас и потом над принцессой всегда будет ясное небо. Большое вам всем спасибо. Что же, пришла пора торта. Приготовлен специально к нашему празднику. Ханна и Лили помогали с его приготовлением, принцесса. А Чес его украшала. Доброй ночи, принцесса. Тебе тоже, Лили. Принцесса, вы не только мое сокровище. Вы сокровище всей Абелии. Вы дорогие и очень важны каждому из нас. Лили говорит мне это каждый день рождения. Прямо как настоящая мама. Хотя у меня ее никогда и не было. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что ты всегда со мной, Лили. Все опять чем-то встревожены. У них такие лица. Со мной правда все хорошо. Пока-пока. Я все же немножко надеялась. Но Клод не пришел и на мой 14-й день рождения. Каждый раз у меня странное чувство от этого. Но, конечно, не то чувство, о котором они все думают. Мне не грустно от того, что папочка не пришел поздравить меня. Просто... В такие моменты Клод кажется обычным человеком. Хотя мне же это на пользу. Вероятность выжить ведь больше. Если Клоду человеческое не чуждо. Да откуда мне знать? Забудь, хватит! Что знать? Что? Ты чего сейчас-то пришел? Поздно уже. Ну, другого времени нет. Я парень занятой, знаешь ли. Опять он за свое. Он постоянно так говорит, но все равно приходит ко мне на протяжении всех 6 лет. Пойдем к Воронуле. Будет мне подарком на день рождения от тебя. Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю? Все же стоило его съесть. Мне все равно. Пойдем. Воронуля! Оп! О, ты соскучился по мне, Воронулечка. Какой же ты милый, огромный комочек шерсти.
Не валяйся на земле, холодно ведь. Ты можешь исправить это своей магией, разве нет? Поспеши. Если ты будешь обниматься с ним слишком долго, можешь снова впасть в кому. Воронуля, ты хорошо кушаешь? Выглядишь пухленьким. У меня скоро тепет. Знаю. Думаешь, я оплошаю? А твой отец запретил тебе ошибаться? Нет. Тогда в чем проблема? Ты каждый день практиковалась. Если ты не совсем неумеха, все будет нормально. А теперь прекрати трещать, засыпай уже лучше. Вовсе я не трещу. Я не смогу пойти спать, пока не заснешь ты. Ц. Спокойной ночи, Лукас. И вот так наступил день моего дебюта. Принцесса, пора вставать. У нас нет ни секунды лишнего времени. Только светает. Сегодня очень важный день. Нам нельзя задерживаться. Закройте глаза. Расслабьте плечи. Куда делось эфирное масло? Оно нужно для волос. Может, положить побольше лекарственных трав? Держи. И лепестков роз побольше. После ванны обязательно нужен массаж, чтобы смягчить кожу. Я хочу есть. Потерпите еще немного. Вздремните часок. Лилиан спрашивает, готова ли принцесса. А, еще нет. Где розовая вода? Принесите мне маленькую расческу. У нас есть другие расчески? Платье готово. А тиара? Принесите сюда еще цветов. Я немного... быстрее! Недооценивала важность этого дня, кажется. Ну, что думаете? Вы прекрасны, принцесса. Уверена, на балу вы затмите всех. Мы хорошо закрепили тиару, так что с ней ничего не должно случиться. Вау. Атанасия всегда была хорошенькой, но... это просто шедевр. Красота в бесконечной степени. Принцесса, пора отправляться. Сегодня, несомненно, вас ждет великолепный бал, принцесса. Да, я тоже так думаю. О, принцесса! Сегодня вы просто блистательно красивы. Его Величество ждет. Пройдемте. Ух ты! Я никогда не видела Клода полноценно одетым. Он, конечно, принаряжался для встреч с послами раз-два в год. Ты и правда мой папа? Он оделся так ради моего дебюта? Ты слишком легко одета. Ты тоже чудесно выглядишь, папочка. А ведь мы видимся впервые с моего дня рождения. Ладно, его можно понять. Я рада, что проведу этот день с тобой, папочка. Ты сегодня очень красива. Спасибо, папа.
Расступитесь. Прибыл его величество император Клод де Эльджо Абелия и ее высочество принцесса Атанасия де Эльджо Абелия. Ой, я никогда еще не стояла перед такой толпой людей. Что такое? Страшно. Если хочешь, я могу заставить их стоять с опущенными головами до самого конца. Не надо. Так будет нечестно, я ведь сегодня не одна дебютирую. Эти девочки месяцами и годами ждали этого дня. Все хорошо, папочка. Ты ведь со мной? Я не знал, что ты из тех, кто дрожит из-за такой мелочи. Да разве это мелочь? Учитывая то, как тебе нравилось вырывать мне волосы и бить меня по лицу в детстве, на танец перед другими, твоей смелости должно тоже хватить. Чёсь? Я ничего такого не помню. Ты такой шутник, папочка. Ты была маленькой, нахалкой уже тогда. Хватит меня смущать. На мне стало как-то легче. Успокойся. Неважно, что скажут другие. Сегодня твой день. Развлекайся. Папочка, ты и представить не можешь, насколько я хороша в танцах. Готовься удивляться моему мастерству. Мадам Помпидо так меня хвалила каждый день, что у меня уши Я падаю! Боже мой! Удивило. Такого члена вредительства я правда не ожидал. Я знал, что рука у тебя тяжелая, но чтобы тяжелой была еще и нога. Ты в порядке? Нет. Я умираю от боли. Хочу под землю провалиться. Я и забыл, что ты совсем другой человек. Пусть внешне ты и ее копия. Какой же я дурак. Ой! Что ты там говорила о том, как мадам Помпидо тебя каждый день нахваливала? Обычно со мной такого не случается. Это все твоя вина, отвлекаешь меня своими странными выражениями лица. Я не могу сегодня не нервничать. Сейчас разревусь просто. Прекрасно. Ты молодец. В следующий раз я справлюсь лучше. А? Папа, я нормально выгляжу? Не растрепалась? Ты сейчас так же прекрасна, как была в миг, когда вошла сюда. Не тревожься. О! Так вот в чем дело. Интоклод точно кажется сбрендившим. Но почему, говорит он, а стыдно мне? После первого танца 14-летней принцессы остальные 14-летние девочки танцуют со своими партнерами. О, там сэр Роджер. Дженнит танцует с Джекилом, да? В этот раз они тоже объявят о том, что Дженнит дочь Клода. Если да, как он поступит?